Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером вы здесь, на шуме, и готовы, ой, как хорошо сегодня пошуметь. Это просто замечательно, что этот воскресный вечер мы проводим вместе, и поэтому большое вам спасибо за то, что интересуетесь тем, что происходит, ну и более того, да, высказывайтесь по этому поводу. Ведь шум — это исключительно проект, который направлен на то, чтобы вы, уважаемые зрители, говорили, вы не молчали, потому что уже молчать, кажется, нет сил. Это понимают все. Это прям на кончиках пальцев у каждого. И каждому есть что сказать. Поэтому, как говорится в чат-трансляции, в комментарии, милости прошу. Для начала хочу всех поздравить с очень большим праздником, светлым праздником, крещением, которое 19 числа, завтра. Сегодня вечером крещенский сочельник, 12 часов ночи, люди идут в прорубь или завтра утром в прорубь, ныряют, купаются. Вода целебные свойства имеет. И знаете как, по календарю они не переносятся, поэтому всех с праздником и всем Божьей помощи. Лично для меня это такой день, знаете, очень и очень важный, потому что верю, что в 12 ночи, когда небо открывается, у этого неба, у Господа можно попросить все. Поэтому такой маленький ритуал. Выходите под небо, если вы ныряете в прорубь, не ныряете в прорубь, но все равно попросите сегодня всего самого доброго, да, для себя, для своих родных и, ну, прежде всего, вот то самое сокровенное. И точно это сбудется. Вот 100%. Просто, как говорится, нужно верить. И тут дело не в этих всех политических присказках, как у Равина. Если ты не верил, что 15 числа все закончится, вот оно и не закончилось. Я имею в виду войну в Украине, да, и предсказания Днепровского Равина Каменецкого. Здесь нечто большее. Здесь очень важный день, который нужно все-таки провести в каком-то, ну, в какой-то благостном в каком-то состоянии духа. Поэтому всем мира, спокойствия, несмотря на то, что, кто, о чем и когда шумит. Ну, собственно, преамбула закончена, теперь давайте и мы пошумим. Традиционно, как всегда, начнем с опроса, собственно, нашего сегодняшнего эфира. И, конечно же, начнем с нашей игры в города. Значит, всем большое спасибо, что пишете и уже передаете приветы и поздравляете с праздником. Севастополь, вам привет. Большое спасибо. Ярославль, Ставрополь шумит, село Шум, Александр, Ришон Лецион с тобой. Спасибо большое, Академгородок, Киев, Ярославль. Большое спасибо всем, кто... вот пить сегодня будем. Ну, ребята, сегодня будем, как это... благодать получать по всем фронтам. Хельсинки шумит. Спасибо, Литва. Бердичев, Днепр, Штутгарт, Слуцк здесь. Привет Горловке, моему родному Донбассу. Вы самые сильные. Хельсинки. Одесса, Бердичев, Новочеркасск, Базель, Цюрих, Обнинск шумит, Пршибрам, Чехия. Ох, какие интересные названия иногда попадаются в игре в города. Шебекино, Белгородская область. С ударением мне ставят, чтоб я не ошибся. Спасибо вам большой привет, с праздником у вас. Пинск, Новые Петровцы, с праздником Сумы, Псков, Донецк. Донецк тоже сейчас обстреливали, вот буквально час назад, без света, там отдельные районы, Макеевка и Донецк попал сейчас Уругвай, Белгород, Будапешт, Одесса, Железнодорожный, Краматорск с вами. Привет из Польши, с крещением вас, спасибо большое. В Сумах шумно, да, в Сумах шумно тоже. И тоже проблемы со светом, и вообще как по всей стране. Так, Шелест, ты топ, Мариуполь здесь, привет вам, Мариуполь большой, спасибо большое, Гродно, Грозный, Оренбург, Челябинск, Мюнхен. Вот еще, да, как это, тренировка артикуляционного аппарата. Вилковишискис. Вишкис. Вилковишскис. Во, Литва, привет в Литву, друзья. Шумлю изо всех сил, у меня сегодня родилась дочь, разумная. Ох ты, Олег, поздравляем вас с дочкой, это доброе предзнаменование. Ну, потому что не мальчик, а знаете, как мальчики рождаются к войне, значит, мир будет. И с дочерью у вас, конечно. Поздравляем всем чатам и всем нашим шумным коллективам. Ижевска, Каспийска, Ванкувер с вами здесь. Извините, тихо. Да, в Ванкувере тихо. Оман, Иордания, ничего себе. Большое спасибо. Да, вот привет тебе от Кадырова. Ну, от какого там? Сейчас это очень важно. Судя по последним новостям, которые распространяются от старшего, младшего,
среднего, понимаете? Опрос сегодняшнего эфира такой. Как повлияет аннексия Гренландии на войну в Украине? И такие варианты. Закончится все быстрее. Начнется хаос, который все, наоборот, затянет. Никак, одно с другим вообще не связано. Гренландия сама по себе, да, вот, Украина сама по себе. То есть это абсолютно разные треки, просто как бы со стороны, да, это мы привыкли все увязывать. И еще один вариант. Аннексии не будет. Данию отстоят. Ну и действительно, многие сейчас отстаивают Данию в Европе, но делают это как-то, знаете, ртом. Ртом, а не каким другим местом. Потому что, судя по количеству военных отправленных, судя по этому сегодняшнему, ну просто разрыву. Он как бы сегодня, вчера вечером начался. Трамп пошлины ввел. Говорит, все, пошлины вам. Не поддерживайте, что я Данию к рукам приберу. Пошлины. И тут начался переполох. Заявление за заявлением. В общем, во всем сейчас поговорим. Саппоро, Япония, Италия, Венеция. Привет в Италию. Саша, Новороссийск. Привет, Новороссийск. Так, Баймак с нами. Новороссийск, да. Короче, мы из Сочи. Да? Мне очень нравится. Короче, мы из Сочи. Не был в Керчи. Был в Керчи, не был, так молчи. Опача, мы из Красного Луча. Да, отлично. Нижний Новгород. Арзамас. Славутич на связи. Большой привет вам, Славутич. И спасибо большое. Пошлины вам. Да-да-да. Харьков, ХТЗ. Эстония с нами. Армавир. Сумы. Сам с Подмосковья. Спасибо. Значит, спасибо большое. Так, счастье, как это в эфире, притягиваешь мир как кудесник. Мир, да, ну знаете, тянули этот мир, а вылезло все в еще большую какую-то войну, противостояние. Авиньон с крещением, Ереван здесь, Ровеньки, всех с праздником, Хариш шумит, Москва. По ком звонят твои колокола, да. Привет из Копенгагена, Саша, вот как раз-таки Копенгаген, да, здравствуйте. Я, конечно, не Ганс Кристиан Андерсон, не датский сказочник, но давайте посмотрим на это все как какую-то сказку, понимаете? А это правда сказочная история, это правда что-то необыкновенное. Ну, во-первых, конечно, сегодня все просто в каком-то ужасе от того, что происходит, да, потому что Трамп взялся всерьез за Гренландию. Уже говорят о войне НАТО против НАТО. Wall Street Journal публикует материал большущий и говорит, что все, Европа, кирдык тебе, мол, на НАТО не рассчитывай. Вообще Трамп может взять и НАТО отменить. Скажет, сами по себе давайте, защищайтесь. А как защищаться, они, конечно, продемонстрировали. Конечно, глобалистической вот этой вот повесткой, конечно, заявлениями, конечно, самыми, что ни на есть, потужными коалициями. Значит, Трамп ввел пошлины. Тарифы, пошлины, кто говорит, ну, это фактически санкции, да, для тех стран, которые против того, чтобы Гренландия стала штатом США. Ну, и надо было как-то реагировать, ну, взяли как-то и попытались отреагировать, выдали целое заявление совместное Дании, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Соединенного Королевства, ну, Британии. Вы понимаете? Вот Ульф Кристенсен его приводит. Как члены НАТО мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Заранее скоординированные датские учения «Арктическая выносливость». Кто придумывает это название этим учением? «Арктическая выносливость», проводимые совместно с союзниками, отвечают этой необходимости. Это ни для кого не представляет угрозы. Мы полностью солидарны с королевством Дания и народом Гренландии. Развивая процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы вступить в диалог, основанный на принципах суверенитета, целостности территориальной, которые мы твердо поддерживаем, сказал, ну, Ульф Кристерсон и вот эти все вышеперечисленные страны, как отрезали, так а толку? А толка никакого нет. Выходит Бессент, да, и вот так вот красиво раскладывает, что Гренландия не может быть в безопасности, пока она у Дании. Она может быть в безопасности, пока она у нас. Поэтому ты в НАТО. Давай, отдавай Гренландию. Дания, отдавай. Но там, конечно, не отдают. Там, конечно, замутили протесты. Гренландия, вставай! Вывели всех, поехали туда все. Помчались противники Трампа и по республиканской линии, и демократы там с печеньками, все, давайте.
выходите на протесты, мы народ Гренландии, мы против. Это же просто потрясающая фотография и потрясающий плакат на площади, да, в Гренландии, просто умопомрачительный. Значит, наша земля, наша свобода, наш голос, мол, услышьте, помните было, услышьте Донбасс, вот теперь услышьте Гренландию, понимаете? Ну, в принципе, все как-то достаточно очень-очень прохладно в Америке на это реагируют, безусловно. Понятно, проводят опросы, сразу показывают, а люди против. А вот некоторые одиозные плакаты выходят. Просто замечательно. То есть Трамп, Венс, США и Рютте в этой компании, в общем, были посланы этим мужчиной в Гренландии. А тут, смотрите, старики, дети, все, мужчины, женщины, все против того, чтобы Гренландия стала американской. В общем, картинка абсолютного единства. Я вот только не мог понять, вот я всматривался в этот, там, где этот мужчина посылает всех, и Рютте, у которого сегодня созвон с Трампом, и он уже пообещал, что в Давосе на экономическом форуме встретятся с Трампом и будут с ним решать, будут что-то предпринимать. Главная же претензия какая? Это две собачьи упряжки, вот и вся безопасность. Ну и, конечно, чуть-чуть база НАТО, естественно, да, США, база НАТО, США. В общем, надо направлять всех, защищать Гренландию. И об этом Мелони говорит из Италии, говорит, ну это все не то, давайте, мы неправильно поняли, нам наоборот нужно консолидироваться, бросаться защищать от Китая и России, ну в общем, Гренландию, надо наоборот вместе с Соединенными Штатами быть. Но четкий же посыл, отдавай-ка землицу взад, отдавай-ка нам, потому что это очень стратегически жирный кусок земли. Европейцы просто в смятении. Кая Каллас, которая говорит, что пора начинать пить, видимо, хряпнула и выкатила вот такой пост. Китай, Россия должны быть вовсю наслаждаются ситуацией. Именно они извлекают выгоду из разногласий между союзниками. Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО. Тарифы рискуют сделать Европу и США беднее, подорвать наше общее процветание. Мы также не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи – помочь положить конец войне России против Украины. Все крутятся вокруг этого. Но Кая Каллас, как бы, когда немножко примет на грудь свою эстонскую, она, собственно, зрит прям в корень. Трамп, что ж ты делаешь? Давай там в НАТО это все обкашляем, усилим контингент. Что ты хочешь, Трамп? Ну давай, вот мы там все организуем. Но мы же должны Украине помогать. Они же, смотрите, враги-то, Россия и Китай, как радуются нашему расколу. А клин уже вбит. Трампу неинтересно совещание решительных, хоть это север Европы, хоть это юг Европы, хоть это вся Европа. Ему нужен результат. Один и очень понятный результат. Гренландия – 51-й штат Соединенных Штатов Америки. На этом он настаивает. И все вокруг этого и крутится. Принципиально Bloomberg расписывает вот эту всю историю с отношениями ЕС и США. Значит, что предпримет ЕС? Да? Оглушительные какие-то вещи. Макрон там говорит, мы базуку включим, пушку нашу ответную, санкционную за эти санкции по Гренландии. Так вот, ЕС собирается остановить процесс заключения торгового соглашения с США, потому что новые гренландские тарифы введены. Значит, президент Европейской народной партии Манфред Вебер, значит, партия его является крупнейшей в Европарламенте. Вот по его словам, достижение соглашения с США больше невозможно. Значит, это торговое соглашение вот весной 2025 года, это реакция на введение Трампом жестких пошлин, и тогда вроде как пропетляли. Теперь же, по мнению Вебера, у депутатов его партии введение этих пошлин делает предыдущее соглашение бессмысленным. Если депутаты от ЕНП присоединятся к левым патриотическим группам, вероятно, у них будет достаточно голосов, чтобы отложить или заблокировать торговую сделку между ЕС и США, которая уже частично реализована, но еще нуждается в одобрении. В результате последних действий Трампа
Трампа по введению 10% пошлин против 8 стран из-за Гренландии, заключение торгового соглашения стало еще более сложным процессом. Издание Bloomberg отмечает, что группа влиятельных европейских парламентариев давно выступает против соглашения. Оно слишком несбалансировано, оно в пользу США, ну вот эти 800 миллиардов, да, инвестиций. Это недовольство усилилось после того, как распространили 50% пошлины на сталь, алюминий, на сотни дополнительных товаров из ЕС, когда потекли ручейками, сливающиеся в могучие реки, предприятия из той же Германии и из других стран, потому что в Америке просто выгоднее стало из-за этих пошлин, собственно, там открывать бизнес. Трамп гнет свою линию, но глобалисты рискуют сорвать сделку. Поэтому Кая Каллас пишет, что вот, давайте, мы станем беднее, вы станете беднее. Проблема в том, что Америка, Европа это не ограничивается. Европа думает, что вот сейчас эта ситуация с Гренландией превратила ее в такую, хотел сказать маленькую, давайте, большую Украину, что вокруг Европы все крутится. Когда Европа отпустит вожжи и отдаст Гренландию, она уже будет не нужна. Практически не нужна. Это все будет уже совершенно, абсолютно другая. Это будут, знаете, задворки Запада. Вот не центр мира, а задворки. Вот просто, да, это будет такая окраина, да, захолустье. Все мировые процессы будут крутиться в других регионах. Трамп это понимает, поэтому он откусывает важный кусок, после которого Европа, скажем так, будет очень, очень и очень серьезно должна предпринять многие шаги, чтобы просто элементарно выжить и выживать. Даже поляки, они как-то так, вот знаете, в общем-то, оценивают ситуацию по-своему, по-польски, но тоже очень интересно. Президент Польши называет Евросоюз угасающей звездой. Значит, Навроцкий заявил Дипкорпусу, что выступает против зеленого соглашения ЕС, торгового соглашения Меркосур, тенденций к централизации миграционной политики и заявляет, что хочет видеть сильную Польшу в здоровом ЕС. Значит, Польша должна быть в авангарде лагеря реформ Европейского Союза, открытого для всех стран, которые не согласны с продолжением существующей политики, в то же время не хотят быть причисленными к противникам самой идеи объединенной Европы. Это двухстулье Навроцкого, оно только риторическое. Он понимает, куда все идет. Он четко видит, что после вот такого наезда, лютого такого грабежа американцами, дальше будут всех брать по частям, всех брать поодиночке. И тут уже решительный француз Макрон, какой-нибудь Стармер, не знаю, там, Нидерланды, Бельгия, они не игроки, они ничего не решают. А Урсула со своей Кая Каллас, да, они используют Украину и тычат Украиной. Смотри же, вот там, что Путин делает. Зачем мы ссоримся? Давай на Путина нападать. То есть у них нечего предложить. Они ничего не могут. Они могут предложить только конфронтацию с Россией, только, условно, Третью мировую войну. Выходит даже испанец Санчес, премьер-министр Педро Санчес, беспокоен, возможно, вмешательством США в ситуацию вокруг Гренландии и говорит, то же самое, это развитие событий играет на руку Кремлю. То есть надо достать самого черного, самого страшного дьявола, кому это может быть выгодно, сказать «окститесь», «остановитесь». Кремль радуется и ликует. По его словам, Евросоюз столкнется с фактической аннексией острова, то это может быть использовано Россией как оправдание своих действий в Украине. Вторжение США в Гренландию сделает Путина самым счастливым человеком на Земле. Это легитимизирует вторжение России в Украину, говорит Санчес, и предупреждает, что такая ситуация способна серьезно ослабить единство НАТО и даже поставить под угрозу существование Альянса. Когда у него спросили, то есть, хорошо, Санчес, ты отлично сказал, ты прям вот бубухнул этим заявлением. Так а делать чего? Как, давай. Нет, Мадрид свои войска отправлять в Гренландию не будет. Я в прошлом шуме, позавчера вам рассказывал, кто сколько чего отправил, но сегодня просто необыкновенная информация пришла из Германии. Там, 15 немецких солдат, которые прибыли на помощь Гренландии, внезапно, без объяснения причин, взяли и смылись. Издание успело запечатлеть вылет немецких военных из Нуука,
По данным издания, значит, да, в общем, Бильд это пишет об этом, что, в общем, они рано утром, да, все встречи, мероприятия приехали, срочно все встречи отменили, решение приняли без официальных объяснений со стороны Берлина, военным просто приказали взять и уехать. По одной из версий связано все-таки с пошлинами это, и Германия считает сейчас каждую копейку, и 10% это 10% пошлин, это прям, ну, чтобы не рисковать, мол, ну его, взяли и уехали. Чуть позже, уже ближе к сегодняшнему эфиру, к вечеру, начали прояснять как-то ситуацию, ну, я это называю гасить пожары, гасить кризис из огнетушителя заявлений, нашли там какого-то генерала, который там руководит Бундесвере, и говорит, не-не-не, подождите, а мы все выполнили. Ну, мы приехали, значит, поздоровались, все задачи решили, гренландская, ну, датская имеется в виду, армия, вообще у него такие ребята молодцы, развернулись 15 человек и уехали. Все. То есть ничего страшного, мы просто поехали и задачи выполнили. Мы же профессиональная армия. Нам хватает буквально полчаса в районе аэропорта, со всеми встретились, карты посмотрели, стрелочки нарисовали, все, мы защищаем. Не-не-не, вы не переживайте. Германия выполнила свою задачу. Ну а политики немецкие просто поразительные. Значит, близкий соратник Мерца по внешнеполитическим делам ХДС ХСС Юрген Гарнт заявил, что Германия может бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2026 году в США, и отказ от участия в турнире может рассматриваться только как крайняя мера, чтобы заставить Трампа опомниться в гренландском вопросе. Немцы не поедут на чемпионат мира по футболу. И Трамп скажет, да елки-палки, какой же чемпионат мира без немцев по футболу? Ну, у них-то соккер называется. Нет, я откажусь от Гренландии, лишь бы сборная Германии попинала кожаного, собственно, на наших там полях, которые мы там героически открываем. Я же уже получил премию мира от ФИФА, да, но как бы все равно нельзя так, нельзя это делать. То есть вы понимаете, до какого уровня это все дошло? Этот фарс становится виден. Если раньше нужно было это все там доказывать, каким-то образом сопоставлять факты, приводить цифры. Сейчас это видно сразу. Они ничего не могут сделать. Говорят, мы не поедем к вам на чемпионат по футболу. Все, отдавай Гренландию, там, не раздевай роток на гренландский росток Трампа. Трамп скажет, ой, слушай, ну у меня ж ФИФА, у меня ж чемпионат мира, точно не пойду в Гренландию. Вот 100%. Это так по-украински, не отправлять спортсменов на футбол, там, или на какие-то соревнования. Вот эти все заявления. Все начинает просто сыпаться у глобалистов и становятся просто абсурдными некоторые их посылы, которые как бы они принимают по накатанной. И тут просто в этой Гренландии прям отражение заявлений, решений по Украине, каких-то, ну, вот этих всех словес. Ну, так а войска отправить и защищать? Ну, готовы вы прям с американцами схлестнуться, если они военную операцию будут? Нет, не готовы. Но мы решительно осудим. Больше всего, конечно, как в украинском же вопросе, порадовали эстонцы. Значит, сородичи и сограждане Каи Каллас, собственно, просто делают феноменальные вещи. Значит, Эстония не боится пошлин Трампа. Несмотря на угрозы, страна готова направить на учения в Гренландию как минимум одного офицера. В интервью заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Значит, наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в этих учениях и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, неразумно. Учения НАТО и союзников проходят постоянно. Возможно, мы направим туда офицера связи, после чего посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Планирование учений — это не быстрый процесс. Эстония не боится санкций Трампа. Это учение, это вообще не связывайте. Вы что, о чем вы? Вообще мощная. Эстонцы, соседи у них тоже мощные. Литовцы, например. Они там уже по-другому видят вообще мир. Они готовят, ну... То есть, смотрите, сейчас идет очень серьезный конфликт, да, внутри НАТО. Европейские страны и Америка. Америка говорит, давай, Дания, Гренландию сюда. Но эстонцы, литовцы, разного другого политика калибра,
Кая Каллас говорит, нет, это же Украина, это же Россия. В ответ на притязание гренландцам, ну, скажем так, по Гренландии Трампа, например, вот литовский есть такой Дариус Юргелявичус. Это прям представитель литовской разведки. Во-первых, у Литвы есть разведка, а представляет ее Дариус Юргелявичус. Он офицер, он вообще смещает акцент от всего происходящего. Говорит, не-не-не, подождите, у нас там війна, ми Калінінград собираємося блокувати. Навіть один зі сценаріїв, скажімо, реальної конфронтації між НАТО і Російською Федерацією є саме ось, значить, блокада Кенігсберга, Кенігсберзької області. Вы же видите, не Калининграда, а Кенигсбергской области. Дариус Юргелявичус нам говорит, что Кёнигсберг будем блокировать. І такий сценарій. Як Російській Федерації вирішити цю проблему? Це цей так званий Сувалкський коридор. Ну, то есть он сразу говорит, как бы, будем блокировать, и там будет Сувалкский коридор. Короче, ребята, я сейчас, как бы, я не шучу. Я прям предлагаю об этом подумать. Смотрите, мы видим ничтожность, бутафорскость этих заявлений. Но войну они могут развязать реальную. Буквально вчера Беларусь по тревоге подняла все свои войска и, в общем, учатся. Даже там вчера с белорусским экспертом мы беседовали, а чего вы так прям учитесь? Ну, прям просто. Ну, понятно, там война в соседней стране, Украина, да, понятно, там провокации, понятно. Все может реально выкрутиться в конфронтацию на границах НАТО, потому что отвлечь Трампа от Гренландии можно не футболом. Отвлечь Трампа от Гренландии можно реальная угроза блоку НАТО и подъем вот этих всех пятых, там, шестых статей, в общем, и какой-то реальный эпизод на той или иной границе. И вот как бы можно было не смеяться над литовским разведчиком, но он говорит, в принципе, дельные вещи. Надо, чтобы полыхнул Сувалкский коридор, надо создать какой-то казус белли и повод для того, чтобы заблокировать Калининградскую область и развязать серьезную войну. Ну, или там, вот прям близко-близко к ней подойти. И тогда, возможно, тема НАТО как бы отвлечет и переключит внимание, да, Трампа от Гренландии, и он будет заниматься НАТО, то есть заниматься ими всеми, балтийскими тиграми, брюссельскими овцами, вот этими всеми, скажем так, немецкими... Ой, ну ладно, не будем там приводить животных в пример, это не для того, чтобы кого-то оскорбить. То есть вы понимаете, то есть задача, чтобы искра вот эта вот какая-то вот заискрила хорошенько, может даже до огня не доводить, но что-то должно произойти. И нам четко указывают, что чтобы сохранить НАТО, надо продемонстрировать, что это НАТО нужно. Штатам не нужно НАТО. Они говорят, мы тут у вас, пока мы есть, мы спасаем вас, спасаем НАТО, говорит Трамп. Ну, то есть вы нам не нужны. Поэтому надо продемонстрировать, как великий Трамп с великим НАТО объединенным дали какой-то отпор на каком-то участке, ну, наверное, там, вокруг Калининграда или в Балтийском море, или где-нибудь еще где-то. И тогда, конечно, да. Но поможет ли это отказаться Трампу от претензий территориальных? Вот в чем вопрос. Но дойти к этому может реально. Трамп вообще как бы такой парень, он недавно у Мачадо взял вот эту Нобелевскую премию, она ему подарила, говорят, вот, спрашивают, вам подарила, как вы относитесь? Да, говорит, это мило, чего, хороший сувенир, отлично, он ее там похлопал по плечу, Мачадо аж надеется в Венесуэле кем-то стать. А Нобелевский комитет вот уже сегодня отреагировал так, достаточно жестко. Значит, вот это заявление Нобелевского фонда. Защита достоинства Нобелевских премий и их присуждения. Фонд поддерживает завещание Альфреда Нобеля и его положение. В нем говорится, что премии должны присуждаться тем, кто принес наибольшую пользу человечеству, и указывают, кто именно имеет право присуждать каждую премию. Таким образом, премия не может быть передана или распределена каким-то иным образом, даже символически. Для получения дополнительной информации обращайтесь там туда-сюда. Короче, о чем речь? Нобелевский комитет вот с этим сообщением, он просит забрать премию мира у Трампа, которую отдала Мачадо.
комитет, понимаете, вот просто лютует, говорит, как так, даже символически нельзя это все отдавать. Но комитет Нобелевский немножко как бы забывает историю, хотя, видите, как Нобеля они еще пока помнят. Значит, Мачадо, она вообще призывала бомбить Венесуэлу, да? Перед этим Обаме вручили, он Сирию бомбил. Евросоюз, Украина, борцы с властями в России, Беларуси, Китае, Иране. Конфронтационные личности, абсолютно не ведущие, ну, скажем так, к той идее Альфреда Нобеля, за которую дают эту премию. Там также Альберт Гор, если помните такого. Альберт Гор, который лично одобрил бомбежки Югославии, он получил и тоже эту премию. А сейчас, то есть вы пораздавали вот этим персонажам всем, а сейчас у Трампа хотите забрать. Эва как? Не-не-не, что это такое? Как это? Подарки не отдарки. Принесла Мачадо в клювике, вот все, оно будет в гнездышке там Мар-а-Лаго или в Белом доме, будет там лежать. Золотой, вот этот весь, скажем так, символ, профиль Нобеля, все как бы назад не отдадим. А попробуй забери. Спецоперацию сделайте, да? Предпринимите. Норвежский спецназ отправляется в Белый дом, проникает и, в общем, как бы забирает эту премию и везет назад в Нобелевский комитет. Но это же нереально. Это просто нереально. Глобалисты борются на всех фронтах. И вот это даже история с Нобелевской премией, это тоже борьба с Трампом. Опросы в Америке – это тоже борьба с Трампом. YouGov показывает, что 30% республиканских избирателей, подчеркивается, республиканских, поддерживают использование военной силы для захвата Гренландии, а 70% против. Среди демократов 3% за, а 97% против. Другой опрос, но это вот цифры по всем, да. Вся Америка, 86% не одобряют, чтобы военной силой забирать Гренландию. То есть сразу расчерчиваются линии, сразу выдаются какие-то, ну скажем так, блокирующие моменты. Мол, Трамп, смотри, люди против. А Трампу плевать на людей. Трампу на людей плевать. Потому что если мы будем спрашивать у людей, да, такой важности вопрос, то мы ни к чему не придем. Люди здесь не игрок, потому что там другие интересы, другие задачи, другие стратегии, да, заставляют Америку забирать к себе Гренландию. Ну вот почему люди не игрок? Это не потому, что я там не люблю людей, потому что спрашивать их мнение бессмысленно. Трамп знает, если он заберет Гренландию военной силой, экономически, купит ее или просто референдум проведет, или какой-либо другой способ, да, придумает, чтобы она стала 51-м штатом Америки, то эти люди сразу будут рукоплескать и говорить ему: ох ты, Трамп, ты, как это, приумножил, да, территории Америки, ты велик. Ты прям, это Америка. Ты сделал ее снова великой. У него другие задачи. Поэтому мнение людей, это вот как вот эти заявления: а мы не поедем к тебе на футбол, Трамп. Чего стоит мнение людей? Потрясающий просто Bloomberg дает материал о том, что более 280 тысяч граждан Дании подписали петицию о покупке Калифорнии. Это типа как ответ Трампу, чтобы захватить Гренландию. Значит, датчане заявляют, что обеспечат калифорнийцам. А дальше цитата из петиции: верховенство закона, всеобщее здравоохранение, политику, основанную на фактах, и пожизненный запас датских булочек. Как в Киеве на Майдане были печеньки, а тут датчане по приколу голосуют в петицию, где хотят купить Калифорнию и обеспечить датскими булочками эту Калифорнию. То есть мнение народа превратили в фарс эти глобалисты. Поэтому оно и не работает. Потому что если сравнивать, например, вот эти опросы, которые как бы должны повлиять на Трампа и сказать: Трамп, что ж ты делаешь? То ну вот это что? А это реальная петиция, это реально люди там хотят покупать Калифорнию. Юмор, даже английский, хромает. Кот премьера Британии, кот Ларри, тот, который шарахался от Зеленского, помните?
на его аккаунте написали вот это. Ну, понятно, что он не может написать у него лапки, но, может, надиктовал. Я не утверждаю, что Трамп российский агент, но мне трудно представить, чтобы он действовал как-то иначе, если бы им был. То есть с претензией на английский юмор идет четкое обвинение, что, ну, простите, агент Краснов, Трамп, агентушка, Дмитриев куражится тоже. То там Кая Каллас советует не бухать, то еще там по поводу посты публикуют по поводу Гренландии. Как бы подыгрывает в эту всю историю. Но они-то понимают, что это все не так. И вот эти коты Ларри, которые пишут, датские опросы созданы, чтобы ореол повесить над Трампом, который как бы как Россия, как Путин, как вот демоническое зло. Вышел даже Пирс Морган, ведущий там, подкастер, и у себя возьми, как в Твиттере, и напиши: Британия должна выкупить Америку. То есть, я не знаю, как сказали ему, что Дания хочет Калифорнию выкупить. Ну ладно, они еще поторгуются, британцы с датчанами, да? Короче, выкупить Америку. В конце концов, она когда-то была нашей. Это бы укрепило нашу североатлантическую безопасность. Если вы не продадите нам Америку, президент Трамп, мы собираемся ввести тарифы для США, любой страны тоже, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. А потом пишет дальше, типа, справедливо, ну как бы, да, вот зеркалит, да, вот это. Мы хотим у тебя купить кусок территории, не поддержишь, что такое тарифы против тебя. Справедливо, мол, Трамп? Ну, Пирс Морган, известный, скажем так, да, человек в Британии, как это, opinion maker, то есть лидер мнений, ну, как бы ему четко, быстренько в Твиттере и нарисовали ответ, да. Хорошая ролевая игра, Пирс, но мы могли бы захватить Британию в течение 48 часов, если бы захотели, и ты ничего не смог бы с этим поделать. К счастью для тебя, нам надоели вторжения в исламские страны. Очень креативно ответил пользователь, потому что Британия фактически становится исламской страной. Исламской. И ну сколько можно уже в исламские страны вторгаться? Поэтому не хотим мы к вам в Британию вторгаться. То есть юмор на грани. В каждой шутке, заметьте, почему вот эти все бредни, да, вот предлагаю по этому поводу пошумить. Потому что в каждой шутке есть только доля шутки. Ага, Трамп российский агент, поэтому он захватывает Британию по принципу там, да, Крыма в родную гавань или вторжение Россию. У них нечего прикрутить у европейских и вот этих вот глобалистских политиков, кроме как Украину сюда надо прилепить или что-то надо поджечь, чтобы как бы мир был на грани апокалипсиса, и Трамп, как крепкий орешек, спасал, собственно, мир и забыл о Гренландии. Что-то нужно предпринимать. И тут как у опытнейшего вообще человека, который вот, ну, ориентируется, он плавает в этой истории, и с властью, и без власти. Короче, у Такера Карлсона, да, прорывается, ну, такое откровение. Он зовет Караганова к себе. Значит, он зовет к себе Караганова, и вот что тот ему говорит. Как далеко мы от применения Россией ядерного оружия против Европы? 2 года. Наивно, по меньшей мере. 2 года? Ну, 1 год. Что ж, прежде всего я призывал свое правительство к эскалации гораздо раньше. Но российский президент Владимир Путин, он весьма религиозен и при этом очень осторожен. Мы поднимались по лестнице эскалации, меняя нашу ядерную доктрину и снижая ядерный порог, наращивая наши ядерные силы в Европе и не только, но в надежде, что мы сможем остановить их, прежде чем переступить порог. Ну, это перевод, понятно, да, искусственного интеллекта. Давайте немножко это все дело как бы ускорим. Как далеко мы от применения ядерные силы в Европе и не только, но в надежде, что мы сможем остановить их, прежде чем переступить порог. Как я уже говорил, я считаю, Путин придерживается мнения, что применение ядерного оружия, и я считаю, кстати,
это грех. Но Вот, это сейчас очень интересно. Применять ядерное оружие – это грех. Я тоже так считаю, говорит путинский, ну, приближенный к Кремлю, как политолог, его называют, да, визионер. Я тоже считаю, что это грех. Но, а дальше интересно. это может быть необходимым грехом ради спасения человечества. Необходимый грех ради спасения человечества. Вот почему я призывал к ограниченному применению ядерного оружия против Европы. Иначе мир скатится к Третьей мировой войне, к которой европейцы подталкивают всех нас. Я имею в виду, они уже делали это дважды в истории, втягивая Соединенные Штаты. Вы пару раз их спасали. Вы американцы. Мы однажды пострадали, но потом снова их спасли, но сейчас они вернулись. И вновь взялись за старое, и теперь пришло время либо наказать их, или же как-то помочь им. Им необходимо одуматься. Я не призываю к смене режима как таковой, но если европейские элиты не сменят эти элиты на более национально ориентированные, более ответственные, более дальновидные, если они этого не сделают, то они обречены. И мне ненавистна эта мысль, ведь культурно я европеец. Конечно, мы движемся в сторону Сибири, к этому востоку, где мы говорим, и совершенно искренне, что становимся евразийской нацией или возвращаемся туда, где наше место, чтобы стать евразийской нацией. Смотрите, Караганов укутывает, да, вот это все, как бы пытается обволочь в такую пленку, что мы, конечно, представители западной цивилизации, мы тоже западные, но суть и главная мысль — нанести как бы превентивно ядерные удары по Европе, да, и как бы спасти мир от мировой войны. То есть это грех, но этот грех спасет человечество. Вот такой посыл, собственно, да, транслирует ястреб кремлевский. И говорит, что, ну, Путин, конечно, малодушничает. Уже кто-то как бы жахнул, а тот нет. Трамп, конечно, вот это вот как бы скукоженный, вот с этим лицом его слушает. Да. Это рассказ не про Рюриковичей, когда он слушал Путина. Это немножко важнее вещи. И он делает правильное уточнение. Но потерю Европы было бы очень жаль. Прежде чем я спрошу, что должна делать Россия по отношению к миру, стать евразийской, а не европейской, что она и делает. Итак, если в течение ближайших года-двух Россия нанесет ядерные удары по Европе, как вы ранее упоминали, какие страны, по вашему мнению, это затронет? Что ж, раз уж мы в эфире, давайте говорить откровенно. Я уже неоднократно писал об этом, и это очень важный момент. Если мы, допустим, нанесем удар по Познанию, американцы, я абсолютно убежден, никогда не ответят. То есть мы ударим, а американцы никак не ответят. Конечно, не ответят. Им плевать. Им плевать, они еще и подгребут и заберут там чего им надо. Исландию могут забрать, если что. Ну, а что нет? Ну, или там, конечно, не ответят. Они не ответят ни при каких обстоятельствах, это совершенно очевидно. Но если мы... и я очень надеюсь, что поляки, кстати говоря, начинают проявлять гораздо больше благоразумия. Они, кажется, начинают осознавать всю опасность того, что играют с огнем, и предпринимают попытки отойти с переднего края этого конфликта. Но мой выбор пал бы на Британию и Германию. Вы бы стерли Британию и Германию ядерным оружием? Я искренне молю Всевышнего, чтобы мы никогда не дошли до такой ситуации. Ну, стер бы. Короче, ну, понятно, да? То есть посыл-то какой? Эту спичку ядерной войны уже подносят. И есть в Российской Федерации определенное, интеллектуально обеспечивающее вот это решение люди, силы, концепты. Давайте хлопнем Британию и Германию, там Караганов против Германии, например. Давайте их хлопнем, и все. И как бы все сразу протрезвеют, все сразу начнут мир любить. У России есть как бы причины, по которым она это говорит. Это Япония, которая стала прям в десны с Соединенными Штатами Америки. И стыдливо вообще вспоминают про эти удары по Хиросиме и Нагасаки. Да, обстоятельства другие, да, но принцип политический, в принципе, похожий. Мы не хотим там воевать с вами долго, мы не хотим разжигать пожар мировой войны, мы сделаем 2 удара, и вы все поймете. Вот какой, собственно, сценарий
том числе и на столе. И это может быть следствием Гренландии и вот этих вот претензий войны НАТО внутри НАТО. Поэтому как бы отмахиваться и шутить вместе с котиком Ларри британским, простите, здесь не с руки, здесь нужно решать фундаментально вопрос. И этот вопрос Гренландии, он не так прикручивается к нему Украина, не таким макаром, а другим макаром. Нужно четко создавать архитектуру безопасности, о которой, внимание, похоже, уже договариваются на Европейском театре и, конечно, в Азии. Потрясающий материал вышел вчера. Китай отрабатывает сценарий операции против Тайваня в стиле похищения Мадуро. Японцы пишут, что, в общем, маневры китайской армии отрабатывают обезглавливание противника. Эти маневры во многом перекликаются с армией США в Венесуэле, когда Мадуро захватывали. Кроме того, издание The New York Times за последние 2 недели пишет, что Китай дважды задействовал тысячи рыболовных судов для отработки блокады Тайваня. Эти маневры проходили в последние недели, и в одном из эпизодов около 1400 китайских судов прекратили обычную деятельность и выстроились в плавучие барьеры. Барьер длина 200 миль, на секундочку. А в другом эпизоде барьер растянулся на 290 миль. 2000 судов понадобилось. Эти суда принадлежат народной милиции. Гражданские суда, которые Китай может использовать в военных действиях, они могут перегружать морские пути, создавать ложные цели для радаров, серую зону формировать между гражданской и военной деятельностью. По мнению аналитиков, Китай может быстро мобилизовать тысячи гражданских судов для контроля над акваториями. То есть они не людей даже как бы мобилизуют, они суда могут мобилизовать. Вывести всех, выстроиться в цепочку. Все, привет, Тайвань. Не военным даже, а вот чисто физически его заблокировать. Поэтому пожар мировой войны очень близок, он очень рядом. И нужно, чтобы полыхнуло. А как может полыхнуть? Провокацией вокруг Калининграда. Ясное дело, какая-то новая история вокруг Украины, новое дыхание. На это новое дыхание, собственно, Зеленский и надеется. На фоне ужасающих сообщений и коллапсирующей из-за морозов України. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні весь день доповіді прем'єр-міністра Юлії Свериденка. Вы заметите, как он устал. Целый день вот эти доповеди Свериденка, вот этих всех, гляньте, лица нет на человеке. Міністра енергетики Дениса Шмигаля тривають відновлювальні роботи після російських ударів. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії незмінно наша енергетика. Фактично цілодобово і тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені 58 тысяч человек работает, представляете? То есть, смотрите, обращение сегодняшнее, вот он обращается, уставший вид, где-то на фоне стеночки из бункера, вот это все, глаза уже закрываются, вот это все. ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній. Значит, все госкомпании, все, сегодня, правда, Шмыгаль сообщил о том, что погнали вот этих, собственно, работяг из всей страны Киев крутить гайки, потому что не справляется Киев, до сих пор остаются дома, которые без тепла. Для Києва, де ситуація дуже непроста, залучені додатково 50 бригад з усієї країни. Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі направляються необхідне обладнання, необхідні бригади. В ручном режиме необходимая аппаратура, там, да, запчасти, бригады. Продолжим. Складно також на Київщині, особливо у північній частині області, також в Бориспільському районі, також у прикордонних та прифронтових регіонах, де ремонти мереж і ремонти об'єктів ускладнені через фактично постійні обстріли, постійні удари. Це Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці. Я хочу подякувати всім бригадам, які працюють, енергетичним компаніям, всім, і державним, і приватним, всім керівникам міст та громад, які дійсно зі своїми людьми та реально нам допомагають. Зараз То есть они со своими людьми реально нам помогают.
А может, они своим помогают? Может, они своим там помогают и пытаются как-то... То есть абсолютный переворот вот это. Они нам помогают. Они не вам помогают, они себя спасают. Своих стариков, которые как бы греются с бутылками горячей воды под ногами, они помогают каждый в своих регионах, он помогает своим. Это вот очень важно. Очень важно. А вот эти все вот эти перечисления о том, что там враг бьет... Враг б'є. Реалізовуються рішення для збільшення імпорту електрики. Я хочу подякувати партнерам, які виконують наші домовленості і по постачанню необхідних ресурсів, і техніки, і обладнання. Значит, уже сообщили там, Буданов, кстати, сообщал про котлы, там, ну, там дальше еще я вам покажу. Буданов итальянские котлы нам привезет, первая партия уже типа пришла, нам помогают, импортируют электроэнергию, ну, то есть Украине импортируют электроэнергию, и это все на фоне, что вот вторые сутки разгоняется уже тема, что сейчас россияне ударят там по 3 атомным, по 3 подстанциям, и вообще будет катастрофа. Зокрема, цими днями наші домовленості з Італією почали реалізовуватись. Ми говорили про це з Джорджіо Мелоні. Зараз пакети підтримки, а це дуже важливі речі, дуже важливе обладнання завозиться в Україну. Я хочу відзначити також команду нашого Нафтогазу. Весь тиждень були удари по об'єктах компанії в різних регіонах. Останній по газовидобутку, і цей удар був вчора. Дуже важливо, що і приватні українські компанії працюють разом з урядом, разом з державою і разом з державною системою, щоб додати країні стійкості. Потужности еще, стойкости и потужности. Саме так і потрібно, щоб всі спільно працювали, всі в команді України. То есть, смотрите, прием очень технологичный. Он сейчас накидал истории, как нам тяжело, но все должны... Там Мелони помогла котлами, какие-то еще вещи. Мы всех там предприятий там погнали, командировки в Киев, там всех монтеров нет, их надо из других областей, понимаете? Выгребли всех. То есть нам абсолютно переворачивают картинку. Реальность такая, что некому ремонтировать, нечего делать. Но он этой бедой пытается накрыть всех как колпаком и объединить. Мол, смотрите, как мы потужные и вместе. Но дома сидит в холоде человек без света один. И он это видит вокруг себя, что он один. Були сьогодні доповіді нашої делегації з Америки. О, так это же очень интересно. Вчера, значит, нам обещали, что к вечеру должны как бы подоспеть доклады. Чё же они там троица? Буданов, Умеров и Арахами. Ну или, как по-другому говорят, Буданов и 2 гражданина Америки. О чем они там с Виткофом договорились? Что-то как-то ничего, каких-то информации какой-то нет. Публично никто ничего не говорит. Так как съездили? Умеров доповідав по зустрічах з представниками президента Трампа. Було вже кілька раундів перемовин. То есть, смотрите, Умеров докладывал, а Буданов там... Умеров главный, и он поехал, и потом приехал и доложил. Было уже несколько раундов, но это мы в курсе. О чем договорились? Працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Працюють, работают над документами. Сидят вот это в букве ЗЮ, с ручечкой, с карандашиком, склонились, харпеють. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Вот же оно, вот нахрена это все надо. Вот зачем. Вот эти куча раундов, вот эта вся история, чтобы постоянно капать американцам. Смотрите, они разрушили то, они вот бьют сюда. ГУР говорит, что будет массированная атака, разобьют подстанции, вот эти киловольтные там с высоким вольтажом атомных электростанций. Вот зачем они туда ездят. Вот, смотрите, а что изменилось, правда, да, с прошлых раундов? Гарантии, процветание Украины. Не-не-не, изменилось вот это. Они бьют сюда, сюда и сюда и сюда. Они нужны, вот эта история, не для конкретики, а для того, чтобы капать американцам, капать о том, что как россияне не хотят окончания, как вот это все, вот смотрите, удар туда, а вот смотрите, удар сюда. Это его инструмент. Беда, инструмент в руках Владимира Зеленского, потому что, с одной стороны, он этой бедой мажет всех абсолютно,
говорит, 58 тысяч человек сейчас ликвидируют все последствия. С другой стороны, он пытается притянуть сюда за уши европейцев, у которых, вы же видели первую часть шума, у них, как много проблем. И они тоже не против прикрутить Украину к своим проблемам. Задача политиков, вот этих современных политиков, не решать проблему, а прикручивать одну проблему к другой, чтобы увязывать, чтобы вот это вот все, чтобы это все вошло в резонанс, чтобы это все вошло в еще большую катастрофу. Катастрофа выгодна. Европейцам нужна какая-то резкая конфронтация, там, например, вокруг Калининграда, Балтийское море или Украине, потому что Кая Каллас четко сказала, Трамп, ты куда? Какая Гренландия? Вон в Украине что творится? Зеленскому очень нужна конфронтация в Украине и гуманитарная катастрофа, где нужно людей спасать, где героический Трамп в голубом вертолете прилетит и покажет кино. Якщо б росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. Вот оно, атомные станции. Смотрите, все как в кино. Террористы захватили. Это торговля безопасностью атомных электростанций. Возникает главный вопрос. А чё ж они раньше не били по... Ну, там, один раз был похожий какой-то удар рядом с подстанцией прилетело, что-то где-то. То есть они могут вынести, если захотят. А вот надо именно сейчас выносить. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни. Причина в Москві. Вот. То есть задача сделать так, чтобы Трамп давил на Россию. И тут уже не цураются даже атомными электростанциями. Сообщение и разгон по 3 подстанциям, которые Россия разобьет, да, и погрузит в каменный век Украину, что действительно приведет к катастрофе и сорвет все любые переговоры, это ведь специально делается. Сейчас Запорожская атомная электростанция находится в режиме перемирия, крутят провода и подключают опять в очередной раз станцию. То есть этот вопрос решается. А атомные электростанции, которые в тылу, Россия будет атаковать. Логики не ищите. Она нужна. Она абсолютно перевернутая, как и с бедой, которая объединяет українців. Будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії. Я хочу відзначити також наших воїнів сьогодні. Попри все, попри жорстку погоду та постійні штурми Росії, є хороші наші результати в захисті позицій. Важливо, що на багатьох напрямках наші воїни роблять саме те, що потрібно для України. Я дякую всім вам, хлопці. Гуляйполе. 5-та штурмова бригада, 1-й та 225-й окремі штурмові полки. Куп'янський напрямок. Справжні приклади для інших. 429-та бригада безпілотних систем «Ахілес», 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Хартія», 101-ша бригада охорони Генерального штабу, 475-й окремый штурмовый полк. Ну, эти перечисления, конечно, очень интересны, особенно там, когда Ахиллес, Хартия, то есть все вот эти медийные, все вот эти подсвеченные, которые ерунду несут, мы дальше их представителей, возможно, послушаем. Дело не в этом. То есть, и что? И заканчиваем, да, давайте там, хлопцы, Гуляйполе, 225-я, показывали россияне пленных. Оттуда уже взяли, рассказывают, как на самом деле там в Гуляйполе воюются. Купянск докладывает Минобороны, министру обороны направление Запад, что как бы под контролем российским, но, в общем, ВСУ пытается штурмовать и атаковать. Но интересно же, сейчас к теме перейдем непосредственно войны, да, возможно, коснемся ее. Интересно, а что? Что с переговорами? Значит, у нас следующая неделя пойдет под знаком Давоса. Значит, Украина рассчитывает собственно, на этот Давос как принципиально важный форум, международный экономический форум в Давосе. И что, собственно, Стефанишина, да, рассказала Financial Times, что, значит, Украина хочет именно в Швейцарии подписать с Трампом рамочное, еще раз вдумайтесь, какую игру ведут вот эти переговорщики, какую игру ведет Киев и Украина. Смотрите,
максимально на затягивание процесса, максимально на то, чтобы вставить палки в колеса. Значит, в Давосе рамочное соглашение о гарантии безопасности. При этом полноценное соглашение по гарантиям оказалось более сложным для согласования, поэтому Киев хочет подписать предварительный текст общих условий будущих гарантий. Я думаю, вы помните, что было даже видео слито, по-моему, относительно недавно, когда была атака на Ермака, причем Политико, там ряд СМИ прям в пух и прах его разносили. В этот период было видео опубликовано, как во время обсуждения минских договоренностей общался Ермак и Козак. И Ермак и так, и сяк, а давайте вот это вот подпишем, как бы пустой лист, какими-то там максимально общими пунктами, а потом уже в процессе, мы подпишем и объявим, мы подписали, а в процессе туда уже накидаем, да, накидаем то или иное. Тогда его Козак послал, сказал, подожди, давайте конкретику выработаем, а уже на конкретику наслоим немножко там реальность, что-то подкорректируем, то есть абсолютно другой подход. Они сейчас по лекалам Ермака затягивают Соединенные Штаты Америки, не отпускают Соединенные Штаты Америки, привязывают стальными канатами Соединенные Штаты Америки. Они это делают нарочно, растягивая этот процесс по шагам, по чуть-чуть. А давайте тут большую пустышку подпишем, но скажем, что США дали нам гарантии безопасности, а потом будем, конечно, работать над конкретными пунктами. Им нужно, чтобы США что-то подписали. Но США тоже не дураки. Они подписали ресурсную сделку, подмахнули, и вот, пожалуйста, Лаудер, друг Трампа, наследник компании косметической Estée Lauder, нормально взял себе литиевый рудник, будет по 2% от добытого государства Украина отдавать. То есть это другой подход. Они всячески пытаются... Вот с глобалистами так получается, с этими нет. Презентации, а давайте общий меморандум, заявление о намерениях. Возникает вопрос, где сейчас документ, кто о нем вообще помнит? А это было вот ровно несколько дней назад, по большому-то счету. Документ о том, что Франция и Германия, или там Франция и коалиция желающих, Германия потом отвалилась, введут войска после мира в Украину в рамках гарантии безопасности. Все, сошло как с белых яблонь дым. Нет этого. Это нужно для короткого пиар-эффекта раз и все. Франция отрабатывает, бьет по Трампу, как она думает, ниже пояса. Но если люди грамотные, вот вчера буквально было опубликовано видео, не буду его показывать, там многие видели, как Трамп звонит 10 мая, когда Стармер, Туск там был еще, да, Мерц, Макрон. Макрон звонит Трампу, а есть 2 минутки, тут Зеленский 2 слова хочет сказать. Он говорит, о, да, так что, вы согласились, Зеленский? Да, говорит, Зеленский согласился, Макрон, на 30-дневное перемирие, хотя он до этого еще соглашался. Но Зеленский подскочил, говорит, не-не-не, мы согласны, но Россия откажется, поэтому давайте санкции на Россию. И Трамп ему говорит, отворот-поворот, туда-сюда, понятно. Вот и все. А раздули это они на видео сняли. Но они зачем это делают, французы? Чтобы опять показать, что Трамп типа за Россию, или Трамп такой-сякой, Трамп ничего не делает. Трамп у них своя игра. Но в этой своей игре Украину просто отхлестали по щекам. Потому что мы говорим, что коалиция желающих дали Путину ультиматум решительный, или 30-дневное перемирие, или новые санкции. Не Трамп новые санкции, вообще ни слова не сказал. Не вот эти решительные новые санкции, ничего не приняли. Это все было исключительно для пиар-эффекта. Вот так и сейчас. Давос будут использовать по максимуму для пиар-эффекта. Но на этом Давосе у европейцев другие планы, потому что приедут американцы, и там опять Украина на задворках. Гренландию будут обсуждать. Рютте четко сказал, я хочу с Трампом в Давосе решить судьбу Гренландии, как руководитель НАТО. То есть
абсолютно другая история. Абсолютно за бортом с вот этими своими дутыми документами и надутыми поводами. Нам рассказывают как о каком-то великом событии. На самом деле 2 минуты перетрындели просто вот так. Алло-балё, туда-сюда. Помните раньше, ну, кто вот украинец, кто помнит вот эти первые там зачатки мобильной связи, там давалось 2 секунды бесплатно. И вот ты за эти 2 секунды набирал и говорил, перезвони мне, и клал трубку. И типа это типа был бесплатный звонок. Вот это примерно вот так они коммуницировали, а выставляют как нечто такое великое. И это в момент, когда заморозка войны, да, заморозка войны дошла до пика реальной заморозки городов. Вот Одесса сегодняшняя. Море, причудливые узоры от ветра и волн, ну и воды, да, оледеневшее все. Обледенело. Одесса обледенела примерно так, как и дома в Киеве. Трубы рвет, все течет и мерзнет. И мерзнет, все мерзнет. Вот таким вот макаром. Вот, пожалуйста, все в ине, все в ледяной корке. Чтобы спуститься, нужно подъезд притрясти вот этим песком или солью. Вот таким вот это все макаром выглядит. Стояки в канализации. Точно так же. Вот, пожалуйста, показывают квартира, там, ЖК в Киеве. С 14 по 35 этаж. Люди в шоке. Никто не может смыть унитаз. Никто не может воспользоваться. Замерзла в канализации вода. Оледеневшее все. И сегодня все просто плюются от любых вот этих, скажем так, криков о потужности. Мы выдержим, мы сможем. Лучше в холоде, чем под флагом России, говорят нам какие-то турбопатріоти із-за границі. І Зеленську всі вспоминали в інтерв'ю BBC. Питали українців, як вони можуть, скільки ще вони можуть терпіти в цих умовах, без світла, без тепла. І від українців в більшості, це було більш ніж 90% опитуваних, відповіли, що вони готові це терпіти 2-3 роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. Ти за то, что в Европу, ты за Европу мерзнешь. Ты, украинец, мерзнешь за Европу, поэтому терпи. Но они же 90% сказали, что готовы терпеть отсутствие света и всего остального. Но это же наша плата за это. Вот мы стремимся в Европу. А в Европе там Эльдорадо, денег дадут. Вот это вот все, сразу восстановление. Нам кричат о процветании. 800 миллиардов процветания Украины. Но ты терпи. У тебя не будет ничего. А ты спросишь... это же старое интервью, да, то есть, а ты спросишь, так а что происходит, а почему вот так? Вы же наворовались на энергоатоме, вы же украли, вас там сейчас не светит НАБУ, но это же дело-то идет, все думают. Сравнили в соцсетях, и это показательная, поразительная история, насколько это прям, как это, двое из ларца одинаковых с лица. Цукерман, общающийся с Ткачом, и Зеленский, общающийся с журналистом Радио Свободы, еще до президентства. Было вид, как вор какой-то. Ну, позвонил, вы встретились нормально. Ты как вор, стоишь под домом и Я зрозумів, я вор. Радио «Свобода», программа... Дуже приємно. Ви сказали, А що чого за- ви со мною здесь встречаетесь? Ты как вор, да. Ага, зрозумів, дякую. Можно позвонить, назначить встречу, встретились, поговорили. В чем вопрос? А почему вы со мной здесь встречаетесь? Ну, так, У нас с вами Новый год? іншої можливості не було. Ну, так что? И почему нет? Давайте я вам назначу встречу. У вас є 2 хвилинки дати відповідь на одне Да я вообще не понимаю просто, почему вы не хотите встречаться как люди, все, как нормальные журналисты, которые хотят со мной встретиться, им назначают встречу. Дякую. Я же не прячусь, я же не убегал. Ну и что? Послушай, я вам отвечу. Поразительное сходство. Поразительное просто. Поразительная манера, поразительные вещи. Вот просто
просто нормальное вот это вот типичное. Выражение лица даже одинаковое. Посмотрите. Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятно формат вашего разговора со мной. Я думал, что вы приличный парень, журналист. Так прийдите. парень, не журналіст. Так приходите. Три фірми, які працюють в Росії. Ну і работайте з ними. Я з ними не працюю. Ні, там є Дуже кілька дякую, я там є вибачаю. кілька Я фірм, де ви вибачаю. засновник. Я ж вам відповів. Там є Вас інші. не интересует ответ мой. Я вам еще раз Ну, то говорю. ви кажете, Ну вот так, понимаете? Вот так. Это так взяли, это его брали тогда во время предвыборной кампании. И вот это «я вам ничего не должен», оно вот как бы рефреном, вот оно так вот и повторяется. Все еще вспоминали вот эту историю, да, видео, где там доллар будет по 45, будет война. Вот смотрите, ничего не произошло. Все уже произошло. И тогда вот это прям какой-то, да, эффект какой-то Манделы. Это вот это все как другое измерение. Сейчас уже смотрится. Так а что с расследованием по Миндичу? Ничего. Зато если кто-то чего-то стырил с супермаркета, да, то сразу сроки, причем реальные. Луценко проводит эти же параллели. Если бывший, ну тот, который Юга, Луценко, который повоевал, потом, ну как бы, да, полечился, и сейчас выходит на политическую ниву, бывший прокурор генеральный, бывший без образования, который бывший МВДшник, который пьяненьким в немецких аэропортах, собственно, куролесил. Вот он проводит эти параллели. 5 років позбавлення волі отримала жінка, мати-одиночка, яка вкрала в магазині, рукавичка, магазин так називається, ковбасу. Ковбаса папероні 264 грама, ковбаса. То есть, значит, мать-одиночка украла в магазине рукавичка, колбасу, ну и там набор продуктов, да? 5 лет. А у Миндича сколько? Золотиста 258 грам, 2 пачки плавлених сирків 260 грам разом. Все це на суму 574 гривни 84 копійки, 5 років. І при цьому суспільство намагається скормити те, що у нас ніякої високопоставленої мафії під прикриттям Офісу Президента не існує. Ну, типа, ми чекаємо вироків. Ну, ти розумієш, що вирок в такій справі може бути, ну, років через 3, 4, 5. Тому у всьому світі, в такій ситуації, в якій опинилась Україна після плівок Міндіча, перше, що зробили б усі міністри, заявили про відставку. Никто не заявил об отставке. Ну, собственно, все министры, не все министры. Все нормально. Шмыгаль теперь Министерство энергетики возглавляет. Они там переформатировали, перетасовали колоду. Ушел только Ермак. И то как ушел? Ушел в сторону, да, и руководит со стороны. Мы это четко видим по тому, как он руководит, что вообще происходит, да? Один в один, те же самые приемы на международной арене, те же самые вещи происходят внутри, все то же самое. И череда встреч с Притулами, Залужными, Стерненками, Кубраковыми, ну, как бы людьми, которых как бы не любит Ермак, да, это демонстрация того, что я контролирую ситуацию, я центр мира, я это он ему посоветовал. Это Ермак ему в Кончезаспе, под кроватью, ночью, во время воздушной тревоги, на ушко шепнул, говорит, ты смотри, ты вот с этими врагами, которые меня критиковали, которые там танцевали на костях, ты с ними со всеми встреться. Заметай следы политически. Юльку не комментируй. Видели комментарии Зеленского по поводу Юлии Тимошенко? Нет, его не будет. Только если там спросит кто-нибудь, и он там не решит неловко, не впопад пошутить. То есть вот это не комментируй, вот сюда не лезь, а встречайся с вот этими вот людьми. И ты типа в процессе, ты контролируешь ситуацию. Не может комментировать Зеленский Юльку по одной простой причине, потому что деньги в конвертах – это история прежде всего слуг народа. Прежде всего. И это нормальная практика. Понабирали с улицы по объявлению, не пойми кого, фотографов, видеографов, каких-то танцоров, сексологов, каких-то там работников ртом и другими частями тела понабирали. Но они все кого-то представляют. Эти один клан, эти там контрабандистов, эти каких-то олигархов, эти каких-то промышленников. И вот они все кого-то представляют, но они только исполняют эту функцию.
Если раньше, например, бандиты, уважаемые люди, производственники, какие-то там, не знаю, они все сами лезли во власть, то сейчас это делегированная функция. За то, что ты делегируешь эту функцию, ну, человеку просто платят гонорар или зарплату, да, или какую-то стипендию депутатскую от каждой группы. И вот так это все работает и устроено, но это же началось, и это начал Зеленский при Зеленском. Если раньше там это партийная касса или там фракция платила, сейчас нет, сейчас у каждого свои тарифы. И это все тема Зеленского, поэтому там что там Юля? Юлю надо в стороне. Они ее сейчас будут глушить и забивать после этого суда. Посмотрим, что из этого выглядит. Но напряжение не получилось. Не вышло этого напряжения. Напряжение вроде как есть, но оно недостаточное. Вот, например, как в Харькове. Да? В Харькове. Вчера, по-моему, вчерашняя фотография. Вот, пожалуйста, вот вам Харьков, как говорится. Напряжение в сети опять прыгает. Давайте сегодня отложим стирку, уборку с пылесосом, а тарелки можно помыть и руками, без посудомойки. Кондиционер и бойлер выключаем. Теплые полы тоже. Это вот такая вот рекомендация. То есть вообще это вот Чернигов сегодняшний день, да, пляшет напряжение. У кого-то недостаточно, у кого-то много. Кривой Рог сегодня тоже жаловался о том, что нет нормального напряжения. Вроде как график, по графику как бы свет есть, а ты не можешь, у тебя горит техника, ты не можешь пользоваться ничем, но этот свет 120, 180 или 270, да, он проходит, и проходит твое окошко со светом. И у тебя нет ни света, ничего ты не сможешь сделать. Ни подзарядить, ни поубирать. И всех призывают еще и не тратить свет. Потому что это ж несправедливо. Не трать свет. Помоги энергосистеме Украине. Экономическая правда. Сегодняшний материал. С 9 числа значит, посчитали, сколько процентов без света находится тот или иной город. Значит, Борисполь 77%, Бровары 63%, Киев 46%, Кременчуг 44%, Ирпень, Петропавловская Борчаговка, Буча, Вишневая, то есть, ну, вот таким это все выглядит макаром. Днепр 33%, да? То есть, сколько процентов без света? Ну, там, Одесса 22, то есть, видите, еще по-божески, более-менее. Но это такое, это все очень средняя температура по больнице, это понятно. А генераторы летят. В одесских пабликах жалуются, что какую-то ослиную мочу завезли, и у людей реально вылетают генераторы. Они, ну, то ли чем-то разбавлено, что там где-то промерзает, надо как-то подогревать, чтобы, ну, если на морозе ты пытаешься включить генератор, а он просто гасит твой двигатель, твоего генератора. Ну и, понятное дело, участились взрывы газовых баллончиков и баллонов, каких-то задымлений генераторов. Семья одна умерла, вот в Украине недавно было сообщение. И вот это все вот как снежный ком. И приходят к выводу эксперты телевизионные, что генератор даже страшнее, чем герань. Ну, имеется в виду не цветок, а безпілотник. Коли ви вирішуєте резервувати себе чимось, да, тобто перше дбайте про безпеку, тому що наразі дуже багато речей, яких намагаються там продавати, купляти, використовувати, вони можуть привести насправді більше шкоди, ніж користі, починаючи від там автономних обігрівачів, які встановлюють там на дизельному паливу, на газу, в будинках багатоповерхових, до генераторів на балконах. Тобто це все, по суті, шахед, який ви саме собі завезли в будинок, особливо багатоквартирний, це може спричинити проблеми не тільки для вас, але і для ваших сусідів, починаючи від чадного газу, закінчуючи пожежами. Тому на це треба звертати увагу, і якщо ми говоримо про всякі там пальники, особливо на газовому паливі, я би, напевно, їх не сильно радив. Попит, звичайно, породжує пропозицію і породжує підвищення ціни. Напевно, до кінця зими вона навряд чи спаде. Конечно, не спадет. То есть, во-первых, это все стало опасно.
А во-вторых, это все стало жутко дорого. Можливо, спаде там на кінець, скажімо так, уже на весну, коли стабілізується якимось чином ситуація, принаймні не потрібно буде стільки витрачати енергії на опалення. То есть до весны. Как-то надо дотянуть до весны. Ну, как-то. Ничего страшного. Весна придет, и все будет хорошо. Она покажет, кто где чего, и вот до весны, украинец, дотяни. Как-то стабилизируется, как-то наладится. Ну, потерпи, померзни чуть-чуть до весны. А весной не надо будет тратить столько энергии на обогрев. Представляете, как хорошо будет. Может, вообще и государство нам сделать так, чтобы вот весной есть Украина, ну, с весны по ноябрь, например, или там с апреля по ноябрь. И Украина есть, а до этого, ну, как бы это не Украина. Ну вот, и поэтому ответственность мы брать никакую не будем. Это что-то другое. А функционировать будем и вот это все потужничать вот в этот промежуток времени. І електричною, і іншою. Ну, але знову ж таки, я би тут акцентував в першу чергу увагу на безпеці і на перевірених речах, які дійсно безпечні. Да? Тобто не на, скажімо, кустарних або речах, які можуть безпечно використовуватися в туристичній палаці, але безпечно його використати в квартирі дуже часто неможливо. Ну, то есть, люди почему выдумывают всякие приблуды? Потому что бедность. То есть, это ж ты не такой сидишь там, олигарх, сидишь, жируешь, и ставишь из кирпичиков и газовой этой горелки с баллончиком себе какую-то печку. Или берешь кирпичину и бросаешь себе на газовую плиту. Это от бедности. Это от того, что сейчас все стало в этом плане энергосберегающим и так далее очень дорого. Это все от того, что денег у людей нет, поэтому они придумывают с автомобильных аккумуляторов, с каких-то непонятных еще каких-то вещей, то есть какие-то там свечки окопные используют, разного рода типа полубуржуйки, потому что решить эту проблему можно только путем децентрализации. Централизацией не решить. Буданов, значит, сообщает, что в ближайшие дни в Украину прибудет партия отопительного оборудования из Италии для поддержки регионов, наиболее пострадавших от российского террора. В рамках первого этапа 78 промышленных котлов общей мощностью 116,5 мегаватт. Это оборудование необходимо в условиях постоянных атак и нашу инфраструктуру. Второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода. В течение этого времени Украина получит еще 300 котлов, 806 мегаватт. То есть, смотрите, 78 сейчас, а в течение полгода, через полгода, 800. И оборудование отправятся в самые пострадавшие вот эти места. Капля в море. Это не будет нужно через полгода, это нужно сейчас. И опять-таки оборудование, котлы, которые нужно привезти, установить, подсоединить, защитить. Но Италия нам помогла. Смотрите, как работают. Котлы привезли из Италии. Сейчас согреют. Это как в аду вот эти котлы, понимаете? Как в аду просто. Но, как бы, из решений власти отмена комендантского часа, через Дию теперь можно закинуть, что ты какой-то бизнесмен, или у тебя там какая-то точка твоя торговая, или кто-то еще, парикмахерская, не знаю, там, или как барбершоп сейчас правильно говорить. Ну, в общем, какие-то вещи у тебя там есть, твой какой-то бизнес, ты оборудуешь из него пункт несокрушимости, подаешь заявку в Дию, Дия одобряет, и тебе можно как бы ночью, пожалуйста, к тебе могут ночью на такси приехать, и комендантский час тебе нипочем. А полицейские, значит, сообщили, что будут работать еще больше во время чрезвычайной ситуации. Но правда, что надо больше полиции? А то вдруг там чего, украдут или что-то еще, порядок будут нарушать. Конечно, нужно больше полиции. Конечно, нужно больше, больше, больше. Во время чрезвычайной ситуации. Эту полицию высмеяли уже в соцсетях. Вот пишет киевлянин, говорит, это Киев. Нацгвардия вышла охранять
пункты несокрушимости с бойцами со стрелецким оружием, стрелковым оружием. Пункты несокрушимости. И так очень дорогое удовольствие. Пехотные наряды Нацгвардии делают его еще более дорогим. От кого отстреливаться собрались эти люди в Киеве, спрашивает человек. И правильно, кстати, делает. От бурятского диверсанта, который с 22 года затаился где-то в подвале на Оболоне. Если уже эти нацгвардейцы не на фронте, то может как-то их в бригады ремонтные устроить для энергетики. А так лучше, или чтобы бюджет на вот такую охрану пунктов несокрушимости и закупку горячих обедов для этих самых пунктов потратить. Но это он так делится своим скромным суждением, которое я лично абсолютно поддерживаю. Ну вот абсолютно поддерживаю. То есть, смотрите, это какое-то странное вообще государство. Это странное вообще... Кто это придумал? Кто... То есть, это люди, да? То есть, они... Ну вот... Как сказать? Они... Ну, они же не просто так держат вот эти свои автоматы. Они же умеют ими пользоваться. Смотрите. Нормальные такие здоровые лбы, вполне себе призывного возраста. Это не какие-то старички с ружьями. Вот они на фоне палатки. Вот она палатка. Вот они стоят, охраняют. Вот это я понимаю. Конечно, надо усиливать МВД. Они будут охранять пункт несокрушимости. А другого какого-нибудь доходягу запакуют и отправят. Причем денег, вы видите, никто не считает денег. Вообще складывается такое впечатление, что это вся чрезвычайная ситуация, кроме вот того, о чем я говорил выше, политически очень нужна Зеленскому. Во-первых, он всех опять, как в 22 году, пытается провернуть эту историю, что мы всех сейчас замажем общей бедой и сплотим внутри. Покажем Западу, смотри, какие подлые, нехорошие русские, дави на них, но мы готовы к миру, но вот мы обороняемся, и постоянно капают на российскую сторону, как они так или иначе, ну, в общем, все нарушают. То есть это выгодно, катастрофа выгодна Зеленскому. Но это выгодно вообще всем на местах. Это же нереальные космические бюджеты. Нам рассказывают про каких-то 78 котлов, которые спасут всех сейчас, а в течение полугода, ну там надо дожить эти полгода еще в холодных квартирах. А ментовские нацгвардейцы будут с автоматами стоять возле пункта несокрушимости. Чтобы что? Чтобы кто-то лишний чай не подошел, не взял? Или... не воткнул Экофло вместо мобильного телефона или павербанка в эту розетку пункта несокрушимости. Или вдруг еще там, не дай бог, всякую нуху через спутник Илона Маска, через Starlink не смотрел. Зачем они там нужны с автоматами? Или так как бы много автоматов, что это такое стало? То есть человек с ружьем, охраняющий пункт, где старики, замерзшие киевляне могут прийти, душу согреть, чаю выпить, они там находятся. Явно кто-то будет атаковать. Наверное, дрон будет лететь прям в пункт несокрушимости, а они будут с автоматов отстреливаться. В этом, наверное, большой смысл. И на это... деньги, бюджеты, потому что они там не просто так с автоматами ходят, они получают нормальные зарплаты, находясь в тылу и охраняя пункт несокрушимости. Кличко вечером, буквально час назад выложил. А тобто на сутках 24 години вже вечір, ви ще не обідали. Обедали? Не, ничего страшного, еще поужинаем. Вот оно, лицо украинского коммунальщика. Выживший называется, или как, доживший до пенсии мужик. Вот он. Вот он, старичок, идет в подвал крутить трубы, а там Кличко, представляете? Комунальники продовжують працювати, щоб подати тепло в будинки, які залишились без теплопостачання після атаки 9 січня. 6 тисяч наразі відновлюють подачу тепла ще до 32 багатоповерхівок. Значит, 32 по состоянию на вечер сегодняшний осталось многоэтажки, которая без тепла. А было 6 тысяч.
де найбільш складні роботи, переважна кількість цих будинків в Голосіївському районі. Ви бачите, як працюють комунальники вдень і вночі, роблять все. О, смотрите, показывают коммунальщиков, которые днем и ночью работают. Фонарик налобный, вот это лазят по подвалам без света, смотрите. Що можуть, а ні, здавалось би, і неможливо. Є столиці будинки, де трапилися аварії, там теж працюють фахівці, оперативно відновлюючи теплопостачання в наші домівки. Смотри, берет ключ и закручивает. Вода. Вот работают коммунальщики. Ситуація складна. Морози лютують, сьогодні вночі мінус 15, тривають екстрені відключення електроенергії. Київ функціонує надзвичайній ситуації, в якій ми всі повинні вистояти. Но ми повинні вистояти. Повинні вистояти. Ми должны вистоять. И вот должны выстоять. А это вот Кличко. Ну, чтобы он потужно. Не сказал только слово потужно. А вот юмористы всякие пишут. Феликс Редько. При отсутствии света, тепла и воды нужно искать плюсы. Причем плюсы — это не кресты на кладбище. Это другая шутка. У него другая шутка. Он говорит, представьте, какая маленькая коммуналка придет за этот месяц. Ха-ха-ха. Надо плюс искать. Вообще, мысли позитивно. Не могу показать вам этот отрывок, ну, потому что YouTube ругается, потому что Тина Кароль записала песню о том, что, в общем, у нас нет света, но есть нет света, но есть тепло. Короче, у нас нет тепла, но есть тьмы. Песенка такая, хорошо поет, хорошая песенка, все замечательно, только не впопад она. И если бы она ее сама, эту песенку Тина Кароль, не пушила, ну, то, чтобы послушали, люди, может, и как бы нормально поднеслись, ну, понятное дело, да, там надо поддержать друг дружку, все хорошо. Но она сама снимает всякие там рилсы, тиктоки под нее на фоне электрощитовой, на фоне вот этого ужаса и кошмара. Ну и люди, как бы по поводу украинской певицы Тина Кароль молчать не стали. Ви вже слышали нову пісню Тіни Кароль? Блядь, у нас немає світла, у нас є добро, у нас нема добра, у нас є тепло. Вот так вот. Нет добра, есть тепло, добро, бобро. У нас нема тепла, у нас є ми. Люди живут дома при минусовой температуре, у людей рэпаются батареи, у людей горят квартиры, потому что перепады напряжения жесткие. На песне поет, у нас є ми, нема того, у нас уже ніхера нема, блядь. Я не знаю, як ми виживаємо просто. Ни хера нема у нас. И она права. И она говорит, я не знаю, как мы выживаем. Причем сразу же на фоне вот... Смотрите, Тина Кароль просто, ну, она хорошо поет, какая молодец, все отлично. Но она не попала в резонанс с людьми. Она человек, работа, которая не только там петь песенки, а там танцевать под танцовочкой. Это же работа, она же себе так позиционирует в украинском шоу-бизнесе везде, что я вот должна нести что-то в массы. То есть артист должен что-то дарить. И вот она дарит, она абсолютно откровенно думает, что она этой песенкой про добро, тепло, у нас нет этого, у нас есть то, она как бы вот, ну вот поддерживает. Она искренне, как ребенок, в это верит. Но она уже не попадает в резонанс с этими людьми. Это очень хорошая история. Я предлагаю вам написать о ней в комментариях. Вот с этого и начинается вот это обрушение системы, режима пропаганды, режима отношений социальных. Люди хотят не эту песенку. Людей уже песенкой не спасешь. Люди в шоке. Это самый как бы мирный комментарий в ТикТоке, который там попался, или в каких-то рилсах, в каких-то там, не знаю, инстаграмах. Люди высказываются и пожестче, просто, ну, не будем, да, там, критиковать. И по поводу самой Тины Кароль. Очень быстро разыскали в сети реестр, ее дом. У нее дом за городом, под Киевом, там 0 километров от Киева. У нее дом, ну, это старый, это давно он куплен дом, под Киевом. У нее дом внезапно нарисовался
Ну, в Ивано-Франковской области, Верховинский район. Пожалуйста. Нарисовался 13 мая прошлого года, совсем недавно. Она подготовилась, у нее есть дом, у нее есть все хорошо. Соцсети просто разрывает от этого. Вот пишет пользовательница Тина Кароль. Реально зашкварилась поддерживающим вот этим сериалом. Все мы понимаем, откуда растут ноги такого творчества. Но это слишком. Даже для пропаганды, конформизму и количества бабла, которое тебе за все это дали. То есть она там снимает под эту песню разные там рилсы, вот показывает там все, что вот у нас нет того, но типа поддерживает. Некоторые просто начали переписывать текст песни. У нас нет света, у нас нет тепла, у нас нет газа, у нас нет воды, а у меня дом, а там все есть. У меня там есть свет, у меня тепло, потому что я это добро, а вы это лохи. И хэштеги, смотрите, там Тина Кароль, Зеленский, потужность. Не оценили украинцы. Не оценили. Потому что им Тина Кароль говорит, у нас нет того, он поет песенки, снимается, кружится под эту песню. Она не соответствует. Эта песня ожиданиям людей. И вы же видели, буквально несколько дней назад Кличко возьми и выдай, надо уезжать. Как проходит пару дней, и об этом говорят теперь все. И эксперты, такі експертні експерти по енергетиці. Якщо нас, власне, дивиться хтось, хто проживає в подібному будинку, де ще за тиждень не подали тепло, от яка б рекомендація була такій людині? Значит, спрашивает, если сейчас кто-то смотрит, вдруг, вообще непонятно как, ну, предположим, смотрит человек, которому за неделю не дали тепло, что ты ему посоветуешь? Зараз шукати, куди тимчасово переселитися, і я сподіваюся, що сміливість візьме на себе хтось в міській владі сказати те саме. То есть, вот вам энергетический эксперт говорит, если за неделю не дали тепло, то уже и не дадут, уезжай нахрен, все. Как это? Конь здох, слазь. Себто, якщо досі не вдалося, то може бути, що ще тиждень не вдасться. А це вже, реально загроза. Краще. То есть, если эту за неделю не отремонтировали, еще за неделю вообще не отремонтируют. А это уже угроза. Людей зараз розселити, це відносно масштабу Києва, знаєш, це копійки. Це невеликий обсяг. Це не те, що тисячі будинків, да? Там їх нема 100, їх трохи менше, але все одно, певна кількість. І цих людей просто треба зараз потурбуватися, щоб з ними було все гаразд, щоб їх кудись перемістити, знайти для них місце, знайти, де вони можуть пробути, хоча б цей період, поки будуть люди працювати, щоб відновити в них опалення, заварити те, що порвалося, запустити воду і впевнити, що все працює. Тобто, якщо за тиждень не вдалося запустити опалення, то, скоріш за все, це вже суттєва проблема і найближчим часом її складно буде вирішити. Схоже на то, або немає там чогось, що треба, щоб запустити це опалення, треба якесь обладнання, його прямо зараз немає. То, відповідно, коли його знайдуть, поставлять, то тоді повертати людей. Ну, то есть оборудование. Вот котел итальянский сейчас доедет, нормально. А на это время уезжай. Ну, уезжай. Не дали за неделю, вообще не дадут ничего. Ну, как бы, все. У нас немає світла, у нас є тепло. Понимаете? Все, хорошо. Нормальные рекомендации пошли. А куда уезжать? В школах, наверное, в эти... А школы там отапливаются, наверное, да? Там же карантин. Ну, или каникулы продленные. Ну, то есть не работает. А куда уезжать? Ну, туда же, наверное, куда есть тепло. А кто меня где примет? А как надолго? А вообще, долго котел итальянский ставится? Ну, то есть, понимаете, абсолютная, история. Вот почему хейтят Тину Кароль. И другая дива украинская, Маша Ефросинина, бессменная телевизионная ведущница, там, подружка Оли Поляковой, которая в день рождения была, она задницу свою показала, голую, со спины, задницу. И все так говорят, что это такое? Она говорит, я вам благодарна за то, что вы меня поздравили. Так она больше соответствует с этой голой задницей в лучах заката где-нибудь на море, в ситуации, которая в стране, понимаете, чем там Тина Кароль. Вот ее подружка Маша Ефросинина. Смотрите, прям, не узнал прям в гриме. Иннокентий Смоктуновский. Смотри, чхнула, сморкнулась. Ах ты ж,
Ах ты ж молодец, ближе к народу надо, ближе. Смотрите, укуталась, эти патчи под глаза подцепила, дулька на голове. Вот прям интересно сейчас, що ж розкажет? Наверное, какие ми незламні і потужні. Друзі, привіт. Нещодавно я попросила вас написати мені, про що б ви хотіли мене бачити, бо мені здається, що нічого такого цікавого в мене не відбувається. Ничего не происходит. У меня вообще ничего интересного не происходит. Что хочешь? Вы ж моя аудитория. Что хотите? У меня ничего не происходит. Что вам рассказать? В принципі, я думаю, що це думки кожного українця зараз. А кияни, одесити і жителі Дніпра взагалі веселяться, блядь, отак от. Тож, от як є, 2 термушки, мужня ця жилеточка. 2 термушки, жилеточка, укуталась, сидит. Дуже модний шарфік, дуже він модний. Але, ну, що робить, не модного нема. No water, no укладка. О. No water, no укладка. Ну, типа, нет воды, нет укладки. Поэтому вот я вот такая вот вышла перед вами. Но она не вышла спеть. У нас немає світла, у нас есть тепло, да? У нас нет тепла, но у нас есть мы друг у друга. То есть все пытаются на этой трагедии какой-то сорвать себе кусочек хайпа. Мол, смотрите, я в Украине, я страдаю. Так не сиди в Украине. Ты можешь легко уехать. Тина Кароль тоже то же самое. То есть нам все вот эти люди при баблишке, при узнаваемости, слуги слуг, слуги офиса, нам все рассказывают о том, как они вместе с людьми. Почему? Да чтоб не заклевали, не заплевали, потому что сейчас люди вспомнят всех. И Кличко этого вспомнит, который с пенсионерами по подвалам прыгал и говорил, вы обедали, чи не обедали. Какой обедали, не обедали? Посмотри на него, там 3 калеки, 2 чумы пооставались в этих коммунальных службах, всех посокращали, брони лишают, в ТЦК всех загребли. Те говорят, у нас есть тепло, но мы должны продержаться, сказал Кличко. И вот ему сразу как бы в ответ, вот вам ситуация. Теремки. Вот есть такая станция метро, Теремки, люди. Так, не видно, вот так, да? Люди. Взяли выброшенные елки новогодние, сбросили, подожгли, собрались в кружочек, как вот это в фильме «12 месяцев», и греются. Европейская столица, понимаете? Европейская. Конечно, они до весны так вот все елки пока попалят новогодние, и все хорошо, и все согреемся. Нас вообще... Нас никаким образом не сломить. А вот 2 удара российские телеграммы публикуют в Запорожье и Запорожской области. 2 удара нанесли. Значит, один в черте города Запорожье, второй это 750, там 700 киловольт. Вот полетел дрон, вот ударил, все. Зачем это показываю? Да за тем, что Шмыгаль прав. Вот если вглядеться, вот непосредственно в сам объект, да, попытаться. Он же там в парламенте рассказывал, что да ладно вам, мы все защитили. Ну вот если вглядеться. Смотрите, все ограждено. Все там со всех сторон, вот эти мешки с песком, все хорошо. Но от прямого попадания сверху, вот так вот, непосредственно, да, защитить это дело невозможно. Вот оно дымит, вот оно загорелось. Вот вам и, собственно, ну вот, пожалуйста, все ограждено. То есть и вроде и деньги потратили не зря. Ну а сверху-то, а дрон четко попадает и бьет. Поэтому это такая штука, а тут не защититься. Тем более, что Сырский дал большое интервью. Несколько фрагментов сегодня используем. Говорит,
У них по 400 с чем-то дронов в сутки у россиян. То есть они вполне легко по 1000 дронов могут запускать вот вперед из песней. А помните раньше, год-полтора назад мы обсуждали раи дронов, массированные атаки, все говорили, да, крутили пальцами у виска, не хватит этих чипов в стиральных машинах, не хватит еще чего-то. Вот, пожалуйста. Но, несмотря на все это, Сырский в интервью Соне Кошкиной, Левому берегу, говорит, что будет наступать. Я хочу сказати, що в обороні ми, скажімо так, ми будемо проводити стратегічну оборонну операцію. При всьому при тому ми розуміємо, чудово розуміємо, що в обороні перемоги не здобудеш. Тому, відповідно, она ми будемо согласна с проводити ним. наступальні. Смотрите, она с ним согласна. Говорит, да. Сырский говорит, значит, не получишь победы ты, не добудешь победы в обороне. Надо вот наступать. Она говорит, да, Соня Кошкина говорит, да. Операції. І це, звичайно, ми будемо боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу. Тому що це призводить до того, що ворог вимушений задіювати і знімати значний ресурс людський, ресурс озброєння, боєприпасів для того, щоб стримувати наші активні дії. От, власне, все те, що я вам можу сказати. Ну и все, больше он ничего не может сказать по этому поводу. Ну, она, конечно, у него там пытала много чего. Ну, то есть, будем наступать, а что? Ну, мы же наступаем. Значит, российская армия должна снимать больше ресурсов и отправлять туда, куда мы наступаем. Ровно то же самое сейчас делает Россия. Ну, вот ровно то же самое. Только делает успешно. А не так, как мы когда-то вот готовим какое-то там свое наступление. Вот, пожалуйста, Харьковская область. 2 населенных пункта. Понятно, украинская сторона пока этого не подтверждала, но тем не менее. Семеновка и Графская. Эти движения, конечно, мне могут возразить, сказать, это все переходит из рук в руки, туда-назад, это все фронт, понятное дело, но тем не менее. Но Сырский вот наступать собрался. А кем наступать? Солдатами, которых хватают на улицах и которых, ну, так сказать, вот бросают в топку. Вот этими солдатами. Вот, например, скажем так, история, которая сегодня пришли новости, подробности, я вам рассказывал позавчера, нашумевшая в Одессе, когда 3, ну там, ТЦКшники и 1 добровольный помощник схватили человека, катали его по городу в бусике, били и говорили, давай мы тебя отпустим 6 тысяч, и мы тебя отпустим. Но напали на какого-то СБУшника или члена семьи СБУшников. И вот сегодня сообщили, что этих ТЦКшников задержали и залога даже не дали. Вот когда взяли такого бусифицируют, ну тогда да. Тогда даже залога простым ТЦКшникам, простым смертным за СБУшника не дают. А так вообще всем плевать. Хватают направо и налево, зарабатывают на всем. Хочешь нормальные отношения, хочешь нормальное расположение, в учебку хочешь в нормальную, или хочешь в часть какую-то, заплати, дай денежку. Дай вот это 500 долларов, а вот там хочешь президентский полк, плати 7 тысяч, можно 6, тогда в какой-то другой. В тыловой, хочешь в тыловика, ну пожалуйста, только это денег стоит. Историку из Хартии, вышеупомянутой сегодня отмеченной президентом, Кипиани, об этом не рассказывали. Ну или как, он об этом не рассказывает, не договаривает, видимо. Маємо зберегти нормальність, демократичність, дискусію, різні погляди на процеси, крім певних речей. То есть, смотрите, мы должны быть нормальные, нормально ко всему относиться в общество, кроме отдельных вещей. Напад на умовне ТЦК, про що ми почали говорити, це напад на захист держави. О, смотрите, премудрость. Нападение на ТЦКшника – это нападение на защиту государства. Якщо тобі не подобається ТЦК, тук-тук-тук, ідеш в військову частину сам. Вот это вот тук-тук-тук, есть такая песня Сердючки, тук-тук-тук, вот это вот все. Тук-тук-тук, и идешь сам, если тебе не нравится ТЦК. Сам ідеш в мобілізаційну. Тобто, нікого не треба було б шукати на вулицях, якби чоловіки відповідного віку, у нас 25+, до 59+, пішли б самі. Не надо было никого искать, если понять. А что сами? Не идут же сами. Тук-тук-тук, войди, я сам открою.
як це було в перші дні Великої війни. Мене 24 лютого ніхто нікуди не вів. Я чітко знав, що я побачу ворога, я буду його вбивати. Вот так вот. Он увидит врага, он его будет убивать. Он четко это знал. Кипиани прям, да. В цей день Кипиани, капеллани. вже мені було цього достатньо. Але і в цей день я бачив мільйон людей, які цього саме хотіли. Але вдома залишились люди, які так не були готові з першої секунди, от, рефлекторно, не думаючи про наслідки і не думаючи, скільки тобі там жити, доведеться це зробити. Тому, відповідно, для них це система мотивації. Ми бачимо білборди, ми бачимо рекрутингові центри, ми бачимо приклад якихось публічних людей, ми бачимо жінок, які пішли, хоча могли і не йти, наприклад, у військо. Ну, розумієте, тобто це про те, що... Пытается этот мальчик из этой армии, он пытается мысли понять. Да, мы видим билборды, видим, все видим, да, там женщины могли не идти, они пошли. У нас цілком нормальне суспільство. Але якщо хтось не розуміє до кінця, то йому пояснюють, зрештою, через телевізор, через соцмережі, постійно, що люди потрібні. Кожна бригада, кожен підрозділ каже, нам потрібні люди. Причому це часто не піхотинці, чого всі бояться, хоча піхотинець, це теж, це людина номер один, напевно, військо. Але потрібні люди навіть цивільних компетенций, які будуть те саме робити у війську. Гражданских, там, слесари вот эти, которых не хватает трубы крутить. Гражданские нужны, чего? Да вообще это не страшно. Приходишь, ты кто? Там, парикмахер. О, так нам парикмахеры нужны, будешь стричь всех там, да, например. Или там, а ты кто? Я там ученый, инженер. О, в инженерные войска пойдешь, ты нам очень нужен. Ничего страшного, пригодятся твои навыки. А ты кто? Певец. Или там музыкант. Отлично, военный оркестр. Как Меловин. Публичный. Чем вам не? Нормально. Только то же самое. Все будешь делать то же самое, только в армии. Нам так рассказывают. Нам так рассказывают. А как на самом деле? А на самом деле немножко по-другому все выглядит. И об этом тут же Сырский говорит. Правда, говорит, мобилизация лучше стала. Вот так Соне Кошкиной сказал. Лучше. Мобілізація – це дуже чутлива проблема для кожного. Для кожних збройних сил. І це, значить, тема, якою не можна оперувати просто там цифрами. Тому що це в певній мірі впливає і на боєздатність військ, і на рівень обізнаності ворога. Тому що всі слідкують за мобілізацією, всі питання по результати мобілізації, наслідки мобілізації, проблеми мобілізації, тому що ворог це використовує під час своєї інформаційної війни, своїх інформаційних акцій, дій. І, на жаль, інколи він має успіх. Ми маємо... Короче, мобилизация – это вот прям успехи, ПСО. Это вообще тайна страшная, мобилизация. Но не все говорят о нас, понимаете? Вообще не надо об этом всем говорить. Набагато кращі показники в цьому питанні, ніж, скажімо, були 7 місяців тому. От, краще за рахунок чого? Зараз... Вот так потрясающе. Значит, показатели лучше. Она спрашивает, Соня Кошкина спрашивает, а лучше за счет чего? Краще за рахунок, напевно, покращення роботи територіальних центрів комплектування. О, как! Слушайте, так за 7 месяцев работается лучше. То есть вы обратили вообще внимание? Улучшилась работа ТЦКшников. Что-то пропустили, наверное. А Сырский видит, говорит, все улучшилось, все, гляньте, как хорошо. Відношення і ставлення командирів, роботі... Отношение командиров лучше. Я так понимаю, командиров ТЦКшных к ТЦКшникам. Или что он имеет в виду? Всіх складових сил оборони. В плані... Смотрите, во всех силах обороны лучше командиры стали относиться. Забезпечення самого процесу комплектування частин в плані підготовки, в плані роботи з людьми, тому що ми розуміємо, я чудово розумію, що в першу чергу всі проблеми йдуть і відбуваються там, де до людей, ті, які мобілізують. Там, где дулю. Там, где дуля. Там, где дуля, там все проблемы. Это он оговорился. Оратор так себе. Он же главком, оратором должен быть. Он говорит, смотрите, ТЦК лучше, в силах обороны нормально, все там идут к людям, навстречу, все хорошо. Вообще лучше стало. Жить вообще стало лучше. Мобилизация поперла. Мобілізується, немає нормального людського ставлення, належного ставлення. І це мотивація, особливо якщо людина мобілізована або ібусифікована. Звичайно,
це для людини, яка прийшла з цивільного життя. Смотрите, Соня Кошкина сейчас говорит страшные вещи. Слово же «бусификация» — это же нарратив российский. То есть, если человек, скажем так, мобилизован насильно, а еще и бусифицирован, то ему же надо как-то, его же надо привести в чувство, чтобы он был воином. И вот Сырский вот сейчас рассуждает на эту тему. Это просто умора, это просто смешно. Послушайте его. Я, в принципі, побудувала собі кар'єру і ніколи не пов'язувала себе з армією. Звичайно, цей процес переходу – це болісний процес. Это болезненный процесс перехода. То, что тебя лупят по почкам в бусике, ломают, тянут, это просто болезненный процесс перехода. Ну, ты же там строил на этой гражданке какую-то карьеру, был там замначальника, потом стал начальником, потом стал еще кем-то, потом уволился, потом еще, потом бизнес открыл. Ну, ты ж там забудь. То, что тебя лупят и насильно вытряхивают из тебя душу в бусике и предлагают, а может денег дашь? Тогда не будем. Это переход. А вот эти предложения, что давай денежку тебе, ну, денежку дашь и выйдешь, это тебя искушают. Ну, типа, прошел проверку или не прошел проверку. Да, і ось цей процес якраз переходу з цивільного до військового життя і перетворення в справжнього військовослужбовця, воїна, який готовий захищати батьківщину, який має повний набір тих навичок, вмінь, які потрібні. Ей так интересно, слушайте. Прям видно по ней, излучает прям интерес. Потрібно для того, щоб успішно нищити ворога. От якраз наша задача зробити цей процес максимально комфортним і приємним для цієї людини. Там, де цей процес іде нормально, там, скажімо, рівень самовільних залишень чи порушень, він мінімальний. То есть там, где как бы нормально, там и СЗЧшников нет, понимаете? И СЗЧшников там нет. Про СЗЧшников вообще отдельная история. Значит, он четко дал понять, что все СЗЧшники, которые, ну, поступили и ушли, ну, как бы ушли, они могут сами вернуться назад. Но они вернутся, а куда их пошлют? На передовую, на ноль. Он это фактически подтвердил. Пішли на різні форми, методи для повернення. Ви знаєте, що є процедури повернення. Ну, тобто військовослужбовець, який пішов з СЗЧ, самостійно може повернутися Протягом певного часу, да? Да, до військової частини або перейти в іншу військову частину. У нас створений батальйони резерву. Це з одного боку. Тобто вони можуть повернутися і продовжити виконувати свій військовий обов'язок. Зрозуміло, ті, хто ухиляється і не хоче воювати, звичайно, здійснюється їх пошук, порушується відповідно кримінальні справи. Да, звичайно. Але ж і на цьому етапі військовослужбовець може повернутися, якщо виявив бажання. То есть, смотри, даже на этом этапе, когда тебя ищут, уголовное дело, ты можешь вернуться. То есть добровольно. Мы не будем тебя хватать. Возвращайся из СЗЧ. Ну і покращення умов знаходження, проходження підготовки в наших навчальних центрах. Давайте уточнювати, що ви багато чого перелічили. От про повернення. Було нещодавно повідомлення громадського, колег з громадського про те, що, власне, ну, з посиланням на повідомлення Генштабу, що ті, хто пішов в СЗЧ, повернутися можуть. Але або в ДШВ, або в штурмові. Я хочу уточнити, тільки в ДШВ або в штурмові, чи в тому числі в ДШВ, чи штурмові? В тому числі. В том числе. То есть, смотрите, ДШВ, ну, в общем, да, и штурмовые. То есть, в штурмовики. Она уточняет, ну, как бы, только туда или в том числе? Он говорит, ну, в том числе. Як це визначається? Комплектуються в першу чергу ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту. Значит, комплектуются в первую очередь, ну, те, которые на передовой. То есть, ты вернулся из СЗЧ, а тебя только в ДШВ и в что? Нет. А у нас там все подразделения. Ну только те, которые там, на передовой. То есть, ты возвращаешься из СЗЧ и идешь сразу на передок. І, звичайно, там, де ведуться активні бойові дії, там є, на жаль, і втрати, і є потреба поповнення особовим складом.
Да ладно. Вот это новость. Слушайте, чтобы все мы делали без этой премудрости. Там, где передовая, там есть, конечно же, потери и потребность новых людей. Ну? Тому, звичайно, люди, які повертаються, вони можуть попасти в ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і ДШВ, і штурмові частини, і механізовані частини, и частины территориальной обороны. Окей. Окей. Ну, то есть она поняла, она услышала ответ на свой вопрос. Нет, это не только там штурмовики и десантники, не-не-не. Это все, кто на передовой. И фактически ты идешь, если тебя приглашают и говорят, возвращайся, не то хуже будет, ты возвращаешься, и тебя бросают на передок, на ноль, погибать. Якщо говорити про проблему СЗЧ, і цифри ростуть насправді, я не буду їх озвучувати, але вони ростуть. Вони міняються, змінюються. Поняла, Соня? Сиди со своими цифрами. Они меняются. Они зависят от того, много ли разговоров о перемирии или там переговорах. Они зависят от ситуации на поле боя, от внутриполитики. Короче, там куча причин, всех не перечесть. В залежності від інтенсивності бойових дій, ситуації на фронті і переговорного процесу. Про переговорний процес поговоримо. Окремо, да, і ваші прогнози на мир чи продовження війни, але ми знаємо, що є великою проблемою є тема переведення. Перевестися, ну, можливо, звичайно, але дуже-дуже важко. Переводы. Смотрите, вопрос на самом деле важный. И озвучивают военные, четко говорят, за то, чтобы меня перевести оттуда туда, ну, просят деньги. Взятку просят. Командиры, это те, которые к людям начали хорошо относиться по версии Сырского сегодня. Это те, которые... То есть они просят деньги, чтобы я, например, перевести меня с одного подразделения там, в тыловое или на другое куда-то направление. Или рядом, но ну, как бы те, которые боевые действия не ведут. Чтобы куда-то перевестись, надо везде откашлять. Якби цей механізм працював трошки більш flexible, лояльно. Flexible. Лояльно, легко, flexible. Сидишь там, товарищ полковник, тут надо flexible меня перевести. И вы посмотрите на ответ Сырского. Это же сразу все понятно становится. Був більш легким, давайте так просто. Можливо, СЗЧ було б менше. Можливо, але ж ви не забувайте, що йде війна. Война идет. Какие переводы? Вы не забывайте, что идет война. Что значит я из этой туда и оттуда сюда? Что это? Детский сад, что ли? Захотел в ту группу, захотел в ту группу? Нет, война идет. І просто так от перейти з одної бригади, особливо той, яка веде активні бойові дії, і просто так перейти в іншу бригаду, яка знаходиться, можливо, поруч, але не задіяна в активних діях. Звичайно, ну, цей процес дійсно буде ускладнений. Об'єктивно, тому що не можемо ми взяти і перевести. Ну так, ну це ж не вчорашнього дня проблема. Ну, не вчорашнього дня, але ж ніхто не відміняв війну. Никто войну не отменял. Вот как-то так. Вот смотрите, целый главком вот это все рассказал. Фактически все подтвердил. Если ты СЗЧшник, возвращайся. Мы тебя на передовую пошлем. Перевестись откуда-то. Война идет, какой перевестись? Не-не-не, воюй. То есть эта система билета в один конец. Это система, где тебя берут и сразу отправляют на ноль. Это система, что ты, если тебя бусифицируют, крутят, засовывают, ты в ТЦК. Уже понимаешь, ну, если ты не заплатил в ТЦК, то ты понимаешь, что ты идешь на передовую. Тобой будут закрывать дырки, забивать вот это все вперед. Не, ну это понятное дело, там Кипиани может рассказать, что да не переживай ты. Ну, кто-то там, продавщица была, или кто-то там был, ну, там, монтер какой-то, гайки крутил. Будешь то же самое делать, ну, только в армии. В это уже ересь никто не верит, потому что идут, сталкиваются, охреневают и бегут. А им говорят, возвращайся. Говорят, а как вернуться? Вернешься сразу на ноль, сразу в окоп, сразу на мясо. Вот, в принципе, и вся система. Вот паренек из Белой Церкви показывает, как говорит, начало пути с хорошим отношением. Смотрите. Це ми знаходимося в підвалі в ТЦК. Подвал ТЦК Белая Церковь. Бомбове убіжище, блядь. Завезли як скотів. Тут рукомойник, руки помиють, ноги помиють, блядь.
Рукомойник. Руки помыть, ноги помыть. Вон, смотрите. Ну, рукомойник. 5 звезд. Це столова, блін. Ні Столовая. Видите? стульчиків, нічого, блядь. Ось подивіться, де ми посуду миємо, блядь. Посуду вот в ведре они моют. Смотрите, там ведро с помоями стоит, там они посудку моют. Вон там микроволновочка, шкаф какой-то свистнули с каких-то 70-х годов. Наші нари, блядь. Наши нары. Можно так это, боевой листок назвать. ТЦКшников. Наши нары. Смотрите, и отношение улучшилось. И вот это то, о чем Сырский говорит. Вот был ты гражданский человек, где-то там работал, карьера какая-то была у тебя. Вон, смотри, вот тебе. Это для того, чтобы ты ощутил переход от гражданки в военный, чтобы профессионалом военным стал. Смотрите, наши нары. Це чоловік на 12 нар. Тут теж, блядь, така сама ситуація. Ну, так, нормальный переход. Это все, смотрите, это все испытания. Их надо пройти, и все будет хорошо. И ты сразу станешь военным профессионалом. Щит Европы. Вот это вот, чтобы вы понимали. Щит Европы. А это вот про наши нары, я никак не могу успокоиться. Смотрите, закрыл дверь и рассказывают, кто там, чего там, показывает. Белая церковь. Все, как бы, видно, что все, как бы, в возрасте уже мужики. Ну, как бы, там, не, пацанов, считай, нет. Все вот это вот, вон, укутались, лежат. «20 чоловік в кімнаті, але ну, тут набагато більше. Набагато більше кімнати. Кімнат таких 2. Кухня, там теж все забито нахер. Людини зламана нога. Ничего, он просто лежит, отвисает, у человека нога поломана. А что случилось? Это, бежал, как это, подскользнулся, упал, очнулся гипс, так гипса нет. Ну, поломанная нога. В частину з поломаною ногою. Типа там ему поставлять гипс и будут ликовать. То есть они его везут в часть с поломанной ногой, а в части его будут лечить. Представляете как? Вже тут. Ну, тут всі такі. 5 днів вже катають. Он показывает на мужика, говорит, 5 дней катают по всем на свете. Ніде не беруть частини по стану здоров'я. Все рівно привозять. Те саме. Пока то же самое. То есть этого 5 дней катают, этого 5 дней катают. Там, ну мужиков катают по частям. Те саме, з епілепсією. Вот, а этот вообще с эпилепсией. То же самое. Катают, никто не берут. Ну, слушайте, лучше, конечно, с поломанной ногой, ну, как бы отходить человека. Она быстрее лечится, чем эпилепсия. По состоянию здоровья не подходит. Вот так катают, кто-нибудь да возьмет. Нормально, план выполнили. Вот они все. Тусуются. Переход от гражданского к военному образу жизни. Вот, например, в Днепре. Потрясающий такой же переход. Что вы делаете? Вот серьезно, у меня прямой эфир ведется. В подъезде своего дома в Днепре ловят мужика. Тянут человека, просто жесть. Да что случилось? Что вы делаете? Отпустите. Смотрите, это же просто цирковой этюд. Женщины, какие женщины? Смотрите. Ужас. Это для того, чтобы ты героем стал, чтобы ты профессионалом стал. Представляешь? То
ты вот в гражданской жизни можешь вот так вот вытянуться, уцепиться за перила и вот так вот почти ровненько так вот это вот вытянуться? Это вот ты будешь там, не знаю, разведчиком будешь. Вот такой классный переход от одной жизни в другой. Уже в подъездах, скоро в квартирах, в частной территории, из постели будут вот так вытаскивать уже. Все нормально. Київ, таксі. Ми можемо доїхати додому, будь ласка. В чому причина зупинки? Ну, то есть вот он Можете показывает... відпустити нас додому, будь ласка. В чому причина? Ви можете... Значит, он показывает документы. Рядом его спутница плачет, говорит, отпустите нас домой, пожалуйста. Что такое? Что случилось? Ну, он ему говорит, это же потрясающе, что он говорит. Відпустити нас додому, будь ласка. В чому причина зупинки? по військовій базі, чи людина не спілкується в телеграмах з державою-агресором. Сейчас проверят по военной базе, не общается ли человек с государством-агрессором по телеграммам. То есть есть какие-то базы, которые берут человека, проверяют, общается он или не общается по телеграммам с государством-агрессором. Это с кем? Путиным, Мишустиным, да, в государствах. Что имеется в виду? Собянин. А вдруг ты по телеграммам там общаешься? Сейчас мы тебя проверим. Людина не спілкується. Слухайте, Так, я слухаю вас. база, ви розумієте? Моя задача перевіряти та виявляти. Я цим і займаюся. Я розумію вас. Знаєте, що військові знімати можна? Посилайте телефон. Ну и смотрите, все, конечно же, вот это вот военных снимать нельзя, уберите телефон. Короче, наехали, а девочка, видимо, там молоденькая, ну, впервые с таким сталкиваются, отпустите нас, в чем дело? Там говорят, что это ехали в такси, не доехали буквально чуть-чуть, остановили, начали проверять. И этот парень вроде как сообщают. Опять мы не знаем. Чужие документы показал. Вообще это какой-то новый... Смотрите, тебя останавливают. Какой тебе смысл показывать чужие документы? Ну, резерв, там, вот, регистрацию. Ну, это же просто... А это чужие. А мы сейчас тебя по базе проверим, а может там общаешься с кем-то, с государством агрессора. Чіпайте людину, Вулиця блін! Салютна 4. Знімати військовослужбовців заборонено. Мій брат теж військовослужбовець, ви не маєте права такого без документів. Ну и все, пакуют. Это в истерике кричит, ей дорогу перекрывает женщина. Все, что у нас как бы цивильно, да, то это женщина, вот женщина, полицейские, начинают ее как бы прибалтывать, говорит, снимать нельзя, что ты делаешь там. Все, не переживай, сейчас они его пробьют и отпустят через 15 минут. Нічого, блін! Це не він, а ви не маєте права такого робити, блін! Це людина спокою. Та за що ви таке робите, блін? Ви не маєте права такого робити! Його зараз перевірять по базі. Якщо все добре, він звідти вийде через 15 хвилин. Це зрозуміло. Та по якій, чому його в машині не можуть перевірити? Навіщо ви це робите? Да, проверят, через 15 минут машина уже тронулась. Ну, это в Киеве. Конечно, выявили подозрительного человека. Эти же ТЦКшники говорят, а это если паспорт российский, а если общается с государством-агрессором? А вот смотрите, ТЦКшники, любой повод, любой документ, ты должен быть там. Тебя покатают, посмотрят, можно сдаить или нельзя сдаить. Если нельзя сдаить, вот welcome тебе, отличные как бы апартаменты в подвале а-ля Белоцерковский ТЦК. Ну а нам всякие депутаты, которых ловили на взятках, ДТП, вот это там, под кайфом, начинают нам рассказывать об аудите ТЦК. Аудит. Це аудит ТЦК, це можливо? Це неможливо, це надпотрібно. Я давно зазначав, що ТЦК, на жаль, ну так сталося з багатьох цих складових, вони максимально втратили довіру в суспільстві. Представляете, ТЦК надо вообще аудит провести, доверие надо вернуть. Да как-то им не верят. Сырский говорит, улучшилось все, а вот этот Юрченко говорит, не верят. Це не тільки російське ПСО, насправді ми знаємо про багато зловживань, які були, люди насправді займалися там корупційними діями, тих впускали, тих випускали. На мою думку, давно вже треба провести цю реформу, включити того, щоб на ТЦК, на СП залишити безпосередньо лише функції облікові, а як карні, ну, як штрафи, як арешт майна можливий, це все повинно бути робитися безпосередньо правоохоронцями. Ага, смотрите, поэтому столько надо ментов. Поэтому надо ходить вот это, с автоматом возле пункта несокрушимости. Потому что
хватит уже, это ТЦК. Значит, смотрите, им надо вообще сделать там центр учета военного, да, а все должны, вот, менты должны вот это все, сразу там автоматически заблокировали счет, да, все, скрутили. Вы представляете, такие бабки идут в ТЦК, а менты завидуют. Надо все через ментов делать. Вміє це робити. Не з'являйся, не вихиляйся від служби, від твоїх чоловічих обов'язків. Ну, нехай тебе штрафують, другий раз штрафують більше, там, на вже таку суму солідно, щоб ти відчував. Картки в тебе поарештовують, заберуть майно. Все давай, и имущество отдавай, и все. Ну это же не ТЦКшники же это должны делать. Это должны делать другие люди. Кому ви що довірили? Ви що? Ти ж, це повинно робитися поліцією, а ТЦК повинно насправді виконувати функції рекрутингу і якісь... Что-то как-то не доверяет ему эта ведущница. Как-то вот это вот очень ей, видимо, интересно. Сотооблікові А, она на Федорова смотрит. Они же Федорова обсуждают инициативы, понимаете? функції для того, щоб було усвідомлення того, хто ухиляється, і передавати всі ці дані до правоохоронних органів, до безпосередньо поліції. То есть ухиляешься, все, полиция тобой займется. Это вот правильно. А ты не ухиляйся. Вот Тернополь. Нормальная практика. С скопом, засунули. Что-то вообще, что они себе позволяют, эти ТЦКшники? Короче, задули газом. Приняли просто капитально, да, вот это их. И, ну, там мужик какой-то пробивается, ну, видимо, в возрасте, там, толкает его. Не, вот это все. Нормальная практика. По всем городам так. Засовывают в бусы все, чтобы выяснить, проверить у тебя. А вдруг ты в базе в какой-то? Ровно. Вытащили из машины. Вытащили. Женщина там бегает, орет, не может никого найти, машину обступили, окружили. И майна могут решить, и всего на свете. Она ничего не может сделать. А что она сделает? Ехали, ну вот, собственно, взяли и приехали. Понимаете? И это по всем городам. Все, машина, уже все, из машины вытаскивают. Машину бросают. Який жах. Триндець просто, я в шоку. Вот вам. Скрутили. Причем, смотрите, тут очень принципиальный момент, почему это очень интересный случай. А мужик не сопротивлялся. Ну, он не сопротивлялся, он понимает, сопротивляться не надо. Они все равно его скрутили, все равно его отметелили, все равно отмутуют. Говорит, да поехали, все, эта женщина, она почему бегает, орет? Потому что, ну, его ни с того ни с сего начали паковать. А он говорит, я не сопротивляюсь, ну, что надо, документы, не документы, давайте. Они все равно пакуют. Они все равно пакуют. Вот, например, тоже жуткий же, конечно, момент, да, ну там поставлю немножко без звука. Вот, значит, это тут трехэтажный мат, значит, как дело было? Это Одесса, бус ТЦК. Значит, давайте так, чтобы его было видно. Ну, понятно, с велосипедом. Вот, смотрите, дед уже давно не военнообязанный. Значит, он просто ехал на велосипеде, увидел бус ТЦК и помахал им рукой. Просто рукой помахал дед. А те остановились, начали его паковать. Мужики, которые там рядом были, начали как-то говорить, что вы делаете, деда вяжете, пенсионера. Он говорит, а я ж вообще ничего, я просто им помахал же. Я ж думал, что это ж військові наши, там, что эти ж бравые хлопцы, ребята, потужні. Он им помахал. Те остановились, начали его крутить. Они подумали, наверное, что дед 59+, он же хочет, может, служить, может, родине стать помочь. Надоела ему гражданская жизнь. Вот и машет в ТЦК. Может, он подумали, что они голосуют. Типа, остановите. Ну, вот как-то так. Ну, и там уже мужик объясняет ему, там, дед, иди своей дорогой, не надо им махать вообще. Что ты вот это отбили деда, представляете?
Но они за него сильно не цеплялись, но тем не менее. Они подумали, что он хочет послужить. Все хотят служить. Вообще и идеи такие у всех. Слушайте, вообще надо всю страну как бы подчинить армии. Всю страну. Наприклад, взяв на аутсорс нову пошту, яка змогла б повністю замінити собою командування сил логістики, зробила це краще, ефективніше та, можливо, без корупційних скандалів, які ми постійно там чуємо. То есть, смотрите, значит, идея потрясающая. Эксперт, частый гость как во время телевизионного, в том числе и моего пути, Денис Ярославский, правовед с Харькова, воевал тоже там, сейчас он как бы тоже, видимо, где-то воюет, хотя помотался и по, ну, собственно, и по Вашингтонам, короче, ну, вот такой, в сфере обороны и права. Говорит, я бы взял менеджеров, я бы взял новую почту и отправил бы в этот самый, в войска. Пускай они логистику налаживают. Те, которые сейчас новой почтой. Ну, это сервис почтовый. Есть государственная почта, а это частная почта. Она и быстрее, там, и удобнее, и почтомат, и сервис, и приложение. Вот надо вот в армию. Слушайте, такая классная история. И международная, кстати, там по соседним странам тоже можно отправлять посылки. Удобно. Вообще надо, чтобы логистикой вообще из новой почты занялись. Це було б більш ефективно. А сотні тисяч людей, які забезпечують зараз там логістику в тилах, ми можемо визволити і відправити в бойові бригади. О, как! А те, которые в тылах, типа на логистике сидят военные, их можно взять и на ноль отправить. Класс! Логистику военную, те, кто отвечает за нее, отправляем в боевые бригады, а туда берем из новой почты. Все. Боевые завдания. Нормальный план. Все велико. То есть новая почта, это ж круто, круто. Все, давайте их на военные рельсы. А потом мы видим, как в тентированных, брендированных, да, там, фурах перевозят чего не то, как дроны отправляют какие-то там британцы в коробку, прям кладут в новую почту, вместе со всеми другими товарами. Ну так не будет новой почты скоро. И так по ней бьют. И несколько ударов таких было очень мощных. В последнее время крайний был в Харькове. В его же Харькове. Ну правильно, а зачем они? Умеют же логистику строить. Поэтому зачем нам новая почта? Пускай все на благо армии. А те, кого там они освободят, пускай идут на передовую. На передовой больше будет дело. Больше. Значит, по поводу вообще вот этого гражданского, очень интересно Центру борьбе, Центру дезинформации, хотел сказать. Ну, короче, СНБО, Центру дезинформации, да? Значит, при СНБО очень интересного спикера они вырвали. Да, вот этот Маркус, да, он же везде там по YouTube-каналам, тот, который с сигаркой, он и к ним пришел, ну так поприличнее. Но мысли, конечно, струятся у нього. Я був би радий воювати і там отримувати там мізерну зарплату, там 800 гривень там, на місяць, там якийсь цей оклад, да? Або взагалі не отримувати, але зберігати свободу. Смотрите, что они качают. То есть, значит, менеджер новой почты, войско, еще что-то, еще. И смотрите, какая история. Говорит, я был бы рад, он говорит, получать 800 гривен. Ну или вообще ничего не получать. Но сохранять свободу. Смотрите, то есть тема понятна, да, добровольцы в армии. То есть Он говорит, я хочу свободу, можно даже денег мне не платить. То есть тебе дают это как вот в том анекдоте про гаишника. На тебе палку, хвост от зебры, выходи на улицу и зарабатывай. Или вот тебе пистолет, вот твой, давай, зарабатывай. Тобто мені щось говорять, а я можу не виконувати. Або там взяв, розвернувся, поїхав. Вот представляете как? То есть зарплату не надо платить, а я развернулся, уехал, я приехал. Я был бы рад, если бы так можно было. Я устав, я мухожук і поїхав собі спати. Типу, я б теж так хотів би. Серйозно, якби в мене був вибір, от такий варіант, що в мене буде доступ там, поїхати на фронт, до зброї, до боєприпасів, доступ там до інформації, щоб... То есть у меня доступ там, ну я ничего не, я захотел, я полностью свободен. Я міг щось планувати, та, щоб я був там, скажімо так, повноцінним комбатантом при цьому. Я б не отримав без зарплату, але зберіг би свободу, абсолютно. Захотів, розвернувся, поїхав.
Я б вибрав такий би варік. Конечно, любой дурак выбрал бы такой же варик с доступом к боеприпасам, к оружию. Это не о добровольцах. Вот истинная мрия, мечта вот эта про добровольчество. Вот смотри, доступ к фронту, к оружию, ко всему, вот это все. Зарплату не платят, а зачем мне зарплата? Об'єктивно, якби за мною там не було цих от обов'язків, мені б навіть воювати було б легше. Было бы легче так воевать. Понимаете? Легче воевать, потому что пошел повоевал, плюнул, развернулся, уехал. Нормально. Никому ничего не должен. Я должен только своим родителям. Я міг би ж і поїхати куди хочу, робити, що хочу. Тому оце розділення, воно для мене якесь настільки от незрозуміле, маніпулятивне. І я в своєму дискурсі там за 10 років, я оце дефініцію добровольці вообще ніколи не використовую. Взагалі. Вот. Поэтому, смотрите, мысль же в чем заключается? Что доброволец, нет уже этих добровольцев. Есть военнослужащий по уставу, по рангу, по чину, по должности, по специализации. Нет добровольцев. Доброволец это вот не просто там ты хочешь приехал, хочешь уехал. Нет добровольцев уже. Самое интересное, что вся история с переформатом армии свалилась на плечи не кого-нибудь, а Федорова в последнее время. Его очень часто обсуждают, вот эти все там аудиты, давайте там, он там цифры привел, ССЧшников, рекрутинг, да, вот что ты лично, ты вот переходишь, идешь из гражданской жизни в военную. А Федорова начали рассуждать. А что вот Федоров? А Федоров вообще, он, ну, как относится, вот, например, к словам Маркуса о том, что можно зарплату не получать. Выяснилось, что его жена вообще Федорова кормит. Головною годувальницею у сім'ї Федорова є дружина. Декларація Михайла за 2024 рік показує, що головною годувальницею у сім'ї є його дружина. Ну, все на жену. Нормальный Федоров. Все на жену. Чоловік заробив трохи більше 1 мільйона гривень зарплати за рік. Дохід Анастасії від бізнесу понад 4 мільйони 800 тисяч гривень на рік. Родина володіє квартирою в Києві 74 квадратних метри та 2 Audi Q8 та A4. Федоров підкреслює, він прийшов у владу з бізнесу і не потребує схем, бо його статки прозорі. Ну, вот так вот. Вот это у него все прозрачно, смотрите. А зачем ему эти все? Миллиончик какой-то заработал, декларацию написал, все, никаких схем, все хорошо. Чистый, кристальный, все на жене. Это уже не там бизнес, там, все там. А он-то что, какие к нему вопросы? Конечно, он победит коррупцию. СЗЧ, ТЦКшников победит, всех победил. Помните такого губернатора Николаевской области, который в носках сидел, Ким? Вот он, как Мосейчук, собственно, пришел и тоже об этих победах прозревший рассуждал. 30% казали до кордонів 91-го року. 30% казали ні, зараз припиняємо війну. І 40% були, не знали. Проблема в тому, що 30% Західної України казали до 91-го року пхнемо. А 30% Східної і Південної України казали, та ні, хватить. Це дуже легко, коли ти далеко від лінії фронту, розповідати про те, що давайте. Мобілізація все показує, хто як працював і хто наскільки готовий боронити державу. То есть мобилизация ему уже все показала, представляете? То есть какие-то странные контрреволюционные вещи начал говорить. Ким. В песнях его как бы воспевали. Символ же потужности. Что-то как-то вот поплыл парень. В смысле? В смысле? Как это? Нет кордоном 91-го года. Почему? Что не так? Давай же, Ким, ну давай же дальше. Она даже, вот, Мосейчук не выдержала и спросила у него, так, а подожди, а ты вообще зеленый, ну там еще слово это, смарагдовый, да, изумрудный, ты вообще зеленый или уже не зеленый? Ну ты вообще с кем, Ким? Ты что такое говорить? Представляете? Тут 4 года войны стукнет скоро, а он взял это, такое выдал и признал, и говорит, что чем дальше от фронта, тем больше перемоги. В новому політичному сезоні ви все ще смарагдовий, зелений? Чи ви можете перефарбуватися? А? Это почти как Ксения Собчак у Арестовича спрашивала, сколько у вас пар обуви. Вот это вопрос, журналистика. А как вцепилась Мосейчук? Вообще не ожидал от нее. Знаєте, таке питання... Неприятное.
Скажешь, сейчас СБУ придет. Не скажешь, еще кто-то придет. Вопрос такой какой-то, типа ты зеленый или перекрасился? Вообще какой-то вопрос. Для Ну вообще, Ким же, глаза узкие, а тут прям округлились. Вот это. мене самого цікаве. Мне самому интересно. Я вивчав колись, я там намагався розібратися в політичних програмах. Смотри, как она его с интересом слушает. Я, говорит, я пытался... Ким, сидит Ким, говорит, я пытался разобраться в политических программах. Реакция Мосейчук. Угу. Ну так ось у нас в Україні їх ніхто не читає. Да ладно, гляньте какие, глаза кругленькие-кругленькие. Никто не читает. Никто не читает политических программ в Украине. Да ладно, серьезно? Ніхто нема там списку, лівоцентристські, ну нема цього. Є прізвища, особистості, і люди голосують за особистості. Партії лідерського типу. А не вектор розвитку країни. Тобто партія від партії нічим не відрізняється. Вони кажуть те, що хочуть чути люди. Популісти. Популізм, так. Да. І, на жаль... Смотрите в его честные глаза. Популисты все, популисты. Колір тут не має значення, тому що в мене працюють і ОПЗЖшники, і інші іноді краще, ніж там. Чем кто? У него, значит, работают АПЗЖшники лучше, чем кто? Ким? Ну, сказал А, говори Б. І ЄС, і ті. У нас немає політики, тому що ми всі, як виконавча влада, почали працювати, саме по війні об'єдналися. Ага, то есть политики нет, все начали работать. Да вы шо? Так если работать, то политика не нужна, получается? Мені важко, все перевернулося так. Ті люди, які там кричали там, за ЄС, кажуть, ми так не будемо більше робити ні за що. Тому що вони зараз на війні намагаються собі там рейтинги підтягнути. Це погано. Ну, так называется, как испустить зловоние, пукнуть в сторону Порошенко. Ну, вот, пожалуйста. То есть, нет, типа, Порошенко это плохо, они там рейтинги на войны набивают. Інші працюють, кажуть, ми знаємо, що ми в житті не отримаємо медаль, тому що ми від опозиційної партії були. А, представляете, какие? Они вот АПЗЖшники работают, говорят, мы никогда не получим медаль, но мы работаем на благо страны. Яку заборонили. Але ми все одно будемо підтримувати президента і працювати далі, бо це ще потрібно. Ага, представляете? То есть, значит, АПЗЖ запретили. Но там у него с ним работают люди, которые все равно будут работать, даже если их запретили, ну, на президента, на страну. Мене не асоціювали з зеленим, але я у вертикалі президента, я буду працювати, як то кажуть, ну, без перевертання панамки. Без переворачивания панамки. А в панамку уже нагадили, судя по всему. Причем нагадили смачно. Причем нагадили не жиденьким. У людей едет крыша. У людей прям серьезно едет крыша. Тут Борислав Береза с одним бизнесменом провел стрим, показал, и тут ему рассказал в эфире, как он там деньги отправлял Баканову, прям фотографии с деньгами, с пачками долларов. И говорит, только я бизнесмен, а тут еще есть куча бизнесменов. Они все это публично сделали. И начинают лупить по хвостам, по этим зеленым, да, Баканову, по Баканову, которому, в принципе, о которого все уже и забыли. Но вот они вспомнили. И напомнили, что 20 мая 2020 года Зеленский заявлял примерно следующее, что такого честного главы СБУ в Украине еще не было. Представляете? А теперь у него денежки, а теперь у него откатики. Приторговывание санкций нашли. Только самое интересное, что Баканова давно нет. Но сейчас все включились. Почему? Потому что Баканова нашли. Он дал ответ на эти обвинения из YouTube-канала «Береза». И говорит, что это просто порошенковцы ситуацию раскачивают, монобольшинство рушат, в общем, поднимают старое, поднимают все, запустили какую-то историю, вот подобную, политическую. Сейчас Тимошенко начнет шатать, короче, начинается хаос, разброд и шатание. Конечно, не надо себя ассоциировать с зелеными. Поэтому Ким как бы с хитрым прищуром держит нос по ветру. Ну о людях, которые сходят с ума. Город Ровно. Женщина что-то разнервничалась как-то, шла мимо и развалила вот этот вот мемориал.
в городе Ровно, повалила портреты, ее там задержали, скрутили, сказали, что делаешь, женщина. Она говорит, да я что-то вот как-то не сдержалась и, ну, в общем, они меня раздражали, и я вот так поступила. Перед семьями погибших извинилась, вроде как ситуацию замяли. Ну, там ничего, там хулиганство мелкое какое-то, да и все, но тем не менее, это тоже уже симптоматично. Это тоже уже реакция на вот эту потужность. Это тоже вот такая реакция. И когда люди нам рассказывают о том, что вот незыблемо, уже даже границы незыблемые, уже зыблемые, 91-го года их не будет, это начинают говорить о каком-то откровении, о других людей под санкции подводили, еще что-то, то я так понимаю, что скоро даже вот эти пункты, ну вот есть же, допустим, позиция российская, вот многие же сейчас вещей, которые считались российским нарративом, российской пропагандой, сейчас становятся вот, ну вот просто вываливаются, да, как из трусов, вываливаются. И все на них смотрят, так об этом же говорили. Да, об этом говорили. Так это же враги, там, да, вы их посадили, заклеймили врагами. Вам говорили, солнце горячее, да, вам говорили, там, земля там холодная, ну или там, ну не знаю, лед холодный, вам об этом говорили. А вы их врагами насчитали. А сейчас начинаете делать физические открытия, что лед там может растаять или вода превратиться в пар. И я так понимаю, что вот от прозревшего Кима с узкими, но уже округлившимися глазами, который отвечает на вопрос, а буду я зеленым или нет, мы дойдем еще немножко дальше, до других прозрений. Очень и очень интересных. Вот военкоры российские видео публикуют. Катушку вот куда вставляю, откуда выходит оптоволокно. Да, отверстие. И оно закручивается. Это была заглушка с оптоволокна. Вот кто считает, что они там не фашисты или еще как-то. Наглядный пример. Вот для чего это сделано? Какую-то техническая функция это не несет. Это украшение. То есть, и этого просто могло не быть, заглушка и все, да? Да, она не нужна здесь. Но для чего-то же они это вешают. Ну вот те, кто уверен, что они не фашисты, там хорошие люди. Посмотрите. Просто по приколу, да, сделать флаг. Да, вот. То есть это по приколу, это романтика. Это называется военная романтика. Абсолютно левая деталь, в левом каком-то месте, просто так, просто ради там, ну, ради какого-то, это просто делать нечего, давай там солнышко, символ нарисуем, и вот так, и вот таким вот макаром. Да, то есть вот все, этот дрон, понятно, это катушка с оптоволокна, этот дрон прилетел, да, оно же оптоволокно разматывается. В Украине тоже есть оптоволокно, да, не только как бы в России. Ну и все, и как бы просто сидели, играли там, вырезали. Это вот так, это символ, это ж ничего не значит. А это мне вот из Изюма подписчики прислали, мне. Люди в Изюме под строжайшим очень просили это, ну, делать, скажем так, максимально анонимно. Пожалуйста, всегда анонимно. Вот. Значит, вбиваем русских детей и 3 шестерки. Ну вот как? Это они так назвали военные, которые там находятся в Изюме, свой Wi-Fi. То есть Starlink получили военные от волонтеров. Их передал, ну, Маск передает доступ бесплатно. И этот Wi-Fi, то есть сеть, да, они могут называть. И вот это вот берут и вот это называют, понимаете? Кто скажет, да, это фейки, все, и катушка это фейки. Это... Но придурков же до сих пор остается достаточно много. Ким прозревает, люди прозревают, замерзая, прозревают. А может надо как... Посмотрите, просто тут вопрос, ведь он очень важный становится. Люди, которые видят вот и попадают в эту экстремальную ситуацию, как вот киевляне с теплом, светом, там, да и в Николаеве тоже там не сахар, и в других городах, Запорожье то же самое, вот эти удары. То есть везде люди начинают немножко трезво смотреть на эти вещи. Может, вот этих товарищей, которые вот это вот со всякими символами солнышка, ручек и всего остального, и всякими дурными Wi-Fi, может, надо, ну, как-то начать и как бы их немножко отодвигать. Я не говорю там сажать в тюрьму или избавляться, или что еще. Может, их надо как-то немножко
обуздать вот эти неонации, вот эти все товарищи, они есть везде. Они есть везде, но они не формируют государственную политику. Они не формируют идеологию. Ты на военном Wi-Fi такого не увидишь в нормальных странах. Военный должен быть в нормальных шевронах, военный должен быть, с нормальными знаками. А у нас получается, вот примерно как Маркус рассуждает, мне можно даже зарплату не платить, главное свободу дайте. Вот и дали, получается, свободу на всякую срань, которую они из себя изрыгают. Якобы им это помогает морально воевать. А всякие Корчинские выходят в шапочках и говорят, что жизнь вот этого придурка, который сидел от нечего делать, там свастики вырезал или Wi-Fi переименовывал в Изюме, то есть она важнее, чем твоя. Поэтому ты будешь сидеть, терпеть, мерзнуть вот по этому поводу. Из-за него, потому что мы-то умрем, ничего страшного, а он же у нас центр мира, он же Арий. Может, надо как-то это все типа поменять? Может, надо отодвинуть это все? Все скажут, не может такого быть, потому что президент еврей. Помните, там давно это говорили. Украина выбрала президентом еврея, потому этих вещей быть не может. Возведено ни в какие там государственные вещи. Тимошенко выходит, говорит, фактически фашизм в Украине. Эти свастики рисуют. Может, потому что ему, вот этому выбранному, плевать. Он Федоров друг, там, все на жену. Все у него у меня все прозрачно. 2 Audi Q8 и 4. И все. Вот жена, у нее предприятие, у меня ничего нет. Вот я вот такой вот, не знаю, там, странник, айтишник. У них все завязано на этих деньгах. На деньгах завязано. Швейцария. Потрясающий случай сегодня. Ой, сообщили о нем. Значит, беженец украинский. Его обязали вернуть 69 тысяч евро после того, как выявили нарушение в получении соцвыплат. В службе социального страхования объяснили. Значит, образ жизни мужчины не соответствовал уровню заявленных доходов. Проверили банковские счета, обнаружили расходы, которые явно превышают установленный минимум, а также дорогостоящие покупки. Он владел автомобилем Porsche Cayenne стоимостью 37 тысяч франков. Это там 40 тысяч евро где-то, примерно так. Значит, в результате его обязали компенсировать государству 67 тысяч швейцарских франков, которые ему были признаны, что не нуждался в них, в этой социальной помощи. То есть уже пошло прозрение в Европе по поводу всех нас, по поводу украинцев. Потому что одно дело ты помогаешь страждущему, а другое дело чуваку на Порше. Но проблема в том, что эти чуваки на Порше – это образ жизни, это мышление украинское. Это там, я там на жену запишу, это я что там, это вот там на бабушку, а это что, а тут мы на фирмочку, а тут фирмочка вот это, а тут Поршик, ничего страшного, а тут еще помощь получим, а тут еще, конечно, некогда вот это вот рассматривать какие-то программные вещи, думать о каких-то, не знаю, стратегических моментах, взять и там выбить у противника идеологические основы и претензии, победить. Вот все говорят, давайте победим дипломатически, давайте, переговоров нет. Где побеждать? Не постелили еще татами, на котором переговорное, на котором побеждать. И мы туда и не идем, потому что там куда ни кинь, везде клин. Куда ни кинь. Это деградация идет. Мы с Запада начинали, давайте Западом и закончим. Деградация идет прям полным ходом. Вот сегодняшние новости. Значит, ограбили в Нью-Йорке покемон-шоп. Короче, там вот эти все приблуды для покемонов в этом стиле. Зашли двое. Пистолет, направляет, молоток, побил витрины. Спрашивают у них, а вот этот корт покемон, всякие статуэтки, фигурки. $900 стоит какой-то набор.
Pokemon Go. 100 тысяч товара, плюс то, что было в карточке, ну, в кассе. Взял, зашел, ограбил, пушку навел. И что они теперь будут предпринимать? Ничего. Ну, там будут искать кого-то, чего-то, ограбления. Ну, что будет предпринимать магазин, потерявший 100 тысяч долларов, каких-то покемонов? Что? Он будет нанимать вооруженную охрану. Ну, то есть логика. Вот мы с Гренландии начинали. Логика есть. На любое действие будет оказано противодействие. Туда-сюда, тяни, толкай. Идеологическая прошивка вот этим ЛГБТ равенством и выпячивание вот этих симптомов болезни, которые нам называют оздоровлением общества, находит противодействие другое. То есть акция рождает контракцию. Хоккейный матч с Флоридой. Команда Capitals, где Овечкин играет, напялили на клюшки, намотали радужные флаги в поддержку. Овечкин не намотал. Ну, как-то так. То есть, смотрите, у всех клюшки обмотаны из его команды. У него вон беленькая, чистенькая, без всякого. То есть, нет. Ну и красавчик, по большому счету, не повелся за толпой. Но все используют этот элемент толпы. Используют и делают это максимально отъявленно, просто коряво. И поэтому сейчас смешной кажется Европа, потому что приемы, которые там испытаны на Украине, они уже не работают против паровоза или как бульдозера Трампа, который прет на Гренландию и прет, и хоть не мытьем, хоть катанием, но будет своего добиваться. Не работает это, к большому сожалению, уже. Так, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, они вот такие. Да, спасибо всем большое за поддержку. Спасибо, что становитесь спонсорами. Владимир, Dark Soldier. В общем, спасибо за поддержку, за то, что мы вместе. Как повлияет аннексия Гренландии на войну в Украине? Значит, 12%. Аннексии не будет, Данию отстоят. По 22% все закончится быстрее или хаос только затянет. Ну и 45% считают, что это вообще одно с другим не связано, разве что косвенно, и, конечно, через Европу. Короче, это не то. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем стриме. Да, вот уже 2:45, и буквально там через 13 минут по украинскому времени наступит крещение. Люди могут выставить водичку за окошко или окунуться в прорубь. Это просто по-настоящему здорово. Ну, давайте еще все-таки традиционно уделю время вашим письмам. Ну, вот я понимаю, что очень всегда это все пишут затянуто, вот по 3 часа шумишь, шелест. Напишите, что думаете вы по этому поводу, немножко пообщаемся, конечно, с чатом. Так вот, по поводу вопросов. Колобок, куда мы катимся? Здравствуйте, Александр. Спасибо, что отвечаете на вопросы. Если вы помните, я как-то в суперчате у вас на шуме писал о том, что поляки выдают гражданство даже россиянам, но украинцам не выдают. Я отдельный случай. То, что я писал, касалось меня. Значит, смс-ка, которую я получил от человека, который занимается моим делом, так как я в разъездах по всей Европе и не имею возможности заниматься этим делом лично. Перевод. Получали ли мужчины с вашей помощью гражданство в последнее время или только женщины? Ответ. Получали, как женщины, так и мужчины, даже с России. Почему я предлагаю этот скрин? Потому что это прямо связано с моей историей. Мой дед, будучи поляком, уехал из страны в Украину перед началом Великой Отечественной войны. Поселился, женился. Моя бабушка родила от него 10 детей. Он был спортсменом, боксером. Где-то в 70-е годы прошлого века
был выпущен журнал, тогда советский, где на 2 страницах была описана наша семья. Каждое утро, имея детей, уже внуков, он проводил зарядку, приучая детей и внуков к спорту. К моему сожалению, я его так и не знал. Он умер до моего появления на свет, работал он типа каким-то спайщиком или что-то в этом роде, то есть около 20-25 лет по ночам сидел в колодезях и паял провода. Когда он женился и появилось столько детей, им тогда еще Советский Союз выделил жилье, принадлежавшее когда-то польскому прокурору. Это была половина дома, в другой половине жила его бывшая домработница, которая тоже государство выделило как бы за то, что она поработала у него много лет. Когда умер дед, потом бабушка и родственники оказались в какой-то... и все родственники отказались от права на имущество, так как к тому времени у каждого была своя квартира. И этот дом остался моему отцу и моей семье. Родители развелись, когда было 13, я выбрал остаться с отцом. В 89 году дом начал проседать из-за потеков воды в фундамент. Нас вывели, дав квартиру, как подменный фонд. Государство обязалось восстановить дом, сделать ремонт, ну и вернуть нас назад домой. Но как только Украина стала независимой в 1991 году, государство прекратило ремонт, перед этим подобрав его полностью, практически. Сорвали пол, вытащили окна и так далее. Осталась одна коробка, и это касалось только нашей стороны. Кстати, соседка работала на этого прокурора польского, десятки раз писала доносы в милицию на нас, потому что считала, что дом должен быть ее целиком. Наверное, ее доносы пришли в конце концов к успеху, потому что отец ходил 13 лет в горисполком, тогда еще уже Міська Рада называлась, ничего не добился. Подвод, потеря работы, его сильно подкосили, он начал пить, своих денег не было на восстановление дома, пришлось отказаться и принять подменный фонд, который нам дали. Для сравнения, пусть и даже половина дома с площадью жилой в 100 квадратов в центре города в обмен на двушку в панельном доме где-то на окраине. В то время Украина стала независимой, шел разговор, что местные власти наложили свой глаз на этот дом и поэтому ничего не делали, а наоборот препятствовали возвращению. В определенное время цена за сам участок и без дома достигал около $200 000. Понимаю, что очень длинный текст. В общем, ситуация выглядит так. Советский Союз дал, Украина забрала. Это для понимания людей, что действительно украинские власти с момента независимости работали только на то, чтобы забрать, кому-то продать и так далее. Про деда отдельная вообще есть тема. В городе, где жили, власти решили в центре города построить подземный пешеходный переход. Но так как подземные спайки проводов делали только 2 человека, мой дед и его, скажем так, сотрудник, они оба умерли, никто не мог разобраться, что, куда и зачем велось, поэтому проект закрыли, власти свернули все работы, и вот как-то так. С уважением, Павел. Благодарю, Павел, за эту историю. Напишите, что вы думаете по поводу этой истории. Типичная рубрика «Колобок, куда мы катимся», просто я прошу немножко лаконичнее, да? Напишите, что вы думаете по поводу того, что поляки, Союз сдал, Украина отобрала, да еще и спайки не умели делать, да, так сказать, в этих городах. Ну и, конечно, собственно, польский определенный, да, след вот этой истории. Так, значит... По поводу новостей, да, ну, собственно, отключение света, политика Трампа. Ага, значит, Гончаренко сообщает какой-то инсайт о том, что переговоры во Флориде идут тяжело, прогресса ждать не приходится. Ну и... В общем-то, ага, здесь сейчас, секундочку, друзья, вот так вот чат. Ну и Лукашенко окунулся в прорубь. Уже окунулся, понятно, что уже там уже давно крещение, как 12 ночи, пошел, окунулся. Я помню период, все окунались в прорубь, все. То есть было настолько модно, а сейчас вообще с точки зрения Украины никто не знает, когда им и окунаться. Так настолько испоганили вот это все православие и вот этими календарями и прочим. Так, значит...
Так, что со встречей Зели и Трампа в Давосе, будет ли она вообще, если двухдневные переговоры провалились? Вот и посмотрим. Зеленский рассчитывает, но мне кажется, это все четко на затягивание, четко на вот это... Я вообще от этого, значит, Давоса жду лопота... Ну, короче, это все будет под знаком Гренландии. Украина там даже не сможет затесаться. Интересно было слушать. Спасибо большое за добрые слова. Так, значит, Александр, благодарим за трудолюбие. С праздником Крещения, крепкого здоровья, будем живы. Спаси, Господи, вас, вашу семью, вас тоже. Спасибо большое. Батька, молодец, красавец, да. А, кстати, а вы когда-то, окунались в прорубь? Я никогда не окунался в прорубь. Вот с точки зрения там выйти, водичку поставить, вот это помолиться, я это верю, я очень чту этот праздник, но в прорубь никогда не окунался. Как бы не было такого опыта. Говорят, что действительно там как-то перерождаешься, перезагружаешься духовно и физически. Так, разве не 3 раза надо окунуться? Ну, смотрите, это все условности на самом деле. Да, вот это 3 раза, потом 3 раза перекрестился. Это вот это все, знаете, кто во что верит, понимаете? То есть 3 раза, а что не 9 раз? 9 раз это ж 3 по 3, это ж еще потушнее. То есть это все это наши такие, вот эти все, как бы, вот эти все истории, да, там, 3 раза аминь, 3 раза отче наш, 3 раза еще там чего-то, 3 раза перекрестись. Если ты нормально крестишься, хватит и одного. Ну, то есть ты же делаешь это не для какого-то количества. Ты делаешь это, понятное дело, или там, чтобы, смотри, он 3 это сделал. Нет. Так, значит, клуб зрителей. Александр, спасибо за шум. Эстонцы не боятся пошлин США. Да, ходячий анекдот. Эстонцы не боятся. Так, очень хорошие, добрые слова. Спасибо за комментарии. Так. В клуб зрителей, да, решил заглянуть. Караганов у Такера по поводу... вашу позицию по поводу ядерного удара. Смотрите, моя позиция по поводу того, что как бы это... Вот опять-таки, сейчас же что делает Караганов? Он говорит, что Путин — это либерал. То есть все сейчас вот эти партнеры США, они демонизируют Путина, говорят, Путин такой, Путин сякой, Путин эдакий, там, зло вселенское. Сейчас они немножко попытаются что-то вычудить, чтобы как бы спровоцировать что-то, и чтобы Трамп, должен был на их сторону стать. Вот эта вот провокация быть должна обязательно какая-то. То ли политическая, дай бог, чтобы не военная. Но Караганов отыгрывает очень важные вещи. Это не Медведев, который там жжет глаголом. Он обосновывает, как бы, не хотите, давайте лучше вот там 2 ядерных удара, и все закончится. И смотрите, если нужно архитектуру... А последнее заявление Путина, в четверг, по-моему, да, вот эти, по поводу ситуации, они говорят о том, что архитектурно давайте, то есть решать вопрос системы безопасности, архитектуры безопасности. То есть у тебя на кону каких-то 2 ядерных удара каким-то там тактическим оружием, просто там, как вот по Украине орешником бьют, да, даже без боевой части. Просто хлопнули, показали, что, смотрите, вот мы можем. Давно не били, там, со времен Днепра. А то какие-то 2 непонятных ядерных удара, а на другой чаше весов новая архитектура безопасности. То, конечно, эти 2 ядерных удара. Но тут же вплетается вот эта духовность. То есть грех бить ядерным оружием. А кто хочет брать и грешить? Даже если там всеобщего блага. Россия демонстрирует американцам, Западу. Ведь это тоже было сказано не просто так. Это тоже было сказано набожным людям. Путин не ударит ядеркой, потому что это грех. Все. Вот что должно остаться у американцев. А эти просят ядерку, просят согрешить. Сами грешные. Ну что, Бог их накажет. Понимаете? То есть тут очень тонкая здесь игра. Здесь не будет удара по Лондону, не будет удара. Этих ударов не будет. Но об этих ударах надо говорить.
Ой, извините, пожалуйста. Так, Александр, вас по НТВ показывали. Да вы что? Как это? Скандалы, интриги, расследования. Помните, передача была? Так, Саша, потому что трижды это Господь Бог в одном лице, Отец, Сын и Святой Дух. Так что запомните это, вам это пригодится в вашей жизни. Ребята, Владимир, я это знаю лучше вашего. Почему трижды? Ну почему не 9? Я знаю, есть там обряды и молитвы на 12 раз. Не привязывайтесь к этому. Важно, что ты вкладываешь лично. Не для проформы, когда все выстраиваются в очередь, мерзнут у этой проруби и ждут губернатора или там мэра, который пришел, окунулся, а потом все они пошли. Потому что вот так принято. Это ж вообще не имеет ничего общего с, ну, скажем так, ритуалом. Поэтому не понравилось вам, как Лукашенко окунулся. Ну, покажите класс, окунитесь вы, как правильно. Я вот еще раз говорю, я вообще не окунался ни разу. Это РЕН-ТВ. РЕН-ТВ после 12, я помню, хорошее показывает видеоряд. Ну, раньше, по крайней мере. Шумите, Саша, в прорубь, сумасшествие, да-да-да. Так. Третий орешник Будда. Ну, видите, как ждали же. Вот сейчас ждали. Прошлой, позапрошлой ночью. Да, фарисейство, вера в душе. Нет, это, ну, смотрите, есть определенное... Почему? Не обязательно фарисейство. Кто-то вкладывает и верит искренне. Так, про Бога. Не про Бога здесь. Мы здесь про людей, мы здесь не про Бога. Это на другие каналы. Никто не рассказывает. Здесь мы про людей. Мы про общество, про коммуникации, про то... Мы вообще шумим, понимаете? Мы на шуме. Нас должно быть слышно. Так. Тринитарное богословие. Нет, здесь не богословие. Здесь все-таки о нас, о нашем... Короче, о нашем адекватном, здоровом взгляде. Шура, в мэры Луганска пойдешь? Не пойду. Если его ж переименуют. Украина ж его переименовывают районы Луганска, представляете? Сидели и решили переименовать. Так, с праздником, и вас с праздником, друзья, холодно. Это дача с баней, нужно, чтобы окунаться. Да, Женя, с вами согласен. Так. Третий орешник. Да, друзья, всем большое спасибо. Трамп хочет строить базы на Луне, не до Украины будет. Вообще ему не до Украины, вы заметили? Вообще! Украина, что... А там Витков пускай переговоры ведет. Это, в принципе, Зеленского устраивает. Ему надо протянуть время. Ему очень нужна вот эта катастрофа, ее использовать. Использовать по максимуму, чтобы дали денег на процветание, чтобы дали вот оружие, чтобы это все слишком долго затянулось. Да, вот уже скоро Трампу год, как президент год, да, ровно. Ну и все. И как бы, чтобы устали и встали на его сторону. А там, гляди, или шаг, или падишах. Вот такая стратегия. Поэтому, а Трампу все равно. Смотрите, как вот он этой Гренландией подорвет все. Украина хотела в НАТО и в ЕС. Не будет ни НАТО, ни ЕС, понимаете, после этих всех выпадов. Тем более, что кто-то же может разозлить Трампа, и он может прям резко сделать, как с Мадуро, спецоперацией. Залетит спецназ, поставит приграничные столбики и скажет «все». А Дания что будет делать? Они ничего не могут. Ни в военном, ни в военно-политическом, ни в экономическом смысле. Вы понимаете, какой вой подняли вот эти 10% пошлины? 10%. Ну, поднимите на 20%. Ну, или там компенсируйте что-то. Ответьте. Они не могут ни экономически, ни политически, ни в военном плане ему ответить. И опять собирают коалиции всяких там желающих и все остальное. Так. Руслан тут общаются. Ермак руководит с заднего двора. Спасибо. Всегда интересно слушать. Друзья, всем большое спасибо и всех еще раз с праздником. Крещение — это очень хороший повод задуматься, очиститься помыслами, душой. Всем добра и света. Хорошо пошумели.